Привет, Михаил. Играешь Lies of P? Нормально. Я, кстати, тоже сейчас имею доступ к этому, к Lies of P, благодаря Арсену, его аккаунту. Но скорее мы к нему приступим, когда Long Dark закончим, наверное. Или будем совмещать, посмотрим. Но вот, да, Lies of P поиграть вот реально хочется. Это было бы реально хорошо. Че, как первое впечатление? Как оно? Че там? Прикольно? Заебись. Хорошо. Да. Блин, тоже поиграть бы. На ПК. Ну я понял, да? Она есть на ПК. Да не стоит. Привет, Леха, здорово. Привет, Клинап Гай, здорово. Привет, ребят. Так. Блин, какого хера ты на этом экране появился? Он у меня вот на втором экране появился. Не пытайтесь повторять навыки, полученные в Long Dark в реальной жизни, написано еще. Забавно. Алкоголь потребляешь? Ну, вообще, как бы да, но стараюсь это делать редко. В том плане, что сейчас я бы бросил это дело. Конкретно. Ну, я так говорю, как будто я заядлый алкаш закодировался, типа, блядь. Нет, просто сейчас намного реже. Это будет происходить у меня. Блин, прозвучало максимально херово, конечно. Так. Так. Ага. Все. Так. Я вот смотрел запись, проверял, что там нормально все со звуком или нет. И оказывается, игра очень тихая была. Xbox врубил. Ну, я вообще в твой аккаунт зашел, да, в приложение смог зайти, по-моему, и там все прикольно, но игры по типу Lies of P и там прочее я, скорее всего, буду после Long Dark проходить. А тогда, ну, типа, все получилось. Все получилось. Блин, старая сидит. Так, что от меня хотят? Вероятно, это слепая старушка, последняя оставшаяся в живых обитательница Милтона. Она может знать, что случилось с Астрид. Так, найдите в коттедже ключ от банковского сейва. Так, она мне дала ключи. Серая мать. Ключ от дома управляющего банком. Шитье для начинающих. Для проверяющих. Блин, давайте в банковский сейф зайдем, кстати, еще. 20 номер. Спать. Надо лечь. Че, игру слышно нормально, надеюсь? Ёпта. Как же темно. Так, сейчас глубокая ночь. Давайте поспим 7 часов.
вполне. Вроде нормально вылечился. Угу. Хорошо. Так, давайте по обыкновению и по традиции выпьем кофеек. Что? А чего не хватает? Поднять. Да ну, серьезно? Так, ладно. Давайте пока в банке тогда воду скипятим. Так, вода не питьевая. Ну, подождем до готовности. Так, возьмем. Так, готовить кофеек. Так, все, пьем. Отлично. Так, что у нас дальше? Дальше у нас, дальше. Давайте газировочки попьем. Ой. О. Воды. Себе набрал. Так, все. Бери-ка спички. Вот волки где-то все время близко ошиваются. Вон они два. Вот еще один спереди. Офигеть. Че их так... В смысле? О, нахер. Блин, дерьмово быть мной. Ладно, подождем, пока вода скипятится. Так, вода питьевая. Надеюсь, они сейчас ушли. Сейчас, подожди-ка. Так. Так, ну-ка давай-ка высунемся. Посмотрим. Да нет, они все на тех же местах. Он 2 часа просто вот тут вот стоял, оказывается. Прикольно, да? Блин. Смотри-ка, сука, прям идет ко мне. Твою мать, и что делать? Так. Мне кажется, или они на меня...
Они на меня агрятся из-за того, что у меня с собой мясо есть. Что-то мне так кажется. Вот у меня крольчатина целый почти килограмм есть. Они, может, его чуют или типа того? Это вот типа настолько реалистичная игра или все-таки нет? Блин, стрёмно. Съем его, короче. Съем. Так, попьем сочку. Так, и ждать смысла особо нет. Надо бежать, мне кажется, как-то. F5 все-таки работает в этой игре. Да? Типа реально? Погоди-ка. Да. Да блин! Говно вонючее, твою мать. Сука, волк позорный. И чё он меня вот... Как? Ну, кстати, одежду особо не порвал. Нормально, я ожидал, что вообще будет херово все. Ёпта. Ну, какая-то небольшая рваная рана появилась все-таки у меня. Какой-то уга не игра. Ты застал. В смысле? Что началось-то? Так, сытость. Да не, вообще типа в порядке. Нормальная же игра. Так. Ядрите притаился. Вот смотрите, у меня мяса с собой ничего нету. На меня не смотрят. Офигеть, этот волк прям туда наверх поднялся. Сука, он меня выслеживает, что ли? Сука. Съебал нахуй. Блять. Да блять, да ну, да, ублюдок говна. Чуть не убил же меня. Так. У меня повязок как раз очень много. Так. Хорошо. Обезболивающий. Антисептик, укус волка. Так. Антисептик, скорее всего, промывка ран. О! Риск заражения, все. Да ладно, играй как играл, а то стараешься развлечь. В смысле стараешься развлечь? Я играю как играю. Лучше игра не становится. Блин, а что началось-то? Хорошая же игра. Так, антибиотики. Так, еще и это есть. Дает прибавки выносливости, недолго снижает усталость, ворочает в трудной ситуации, если вам не хватает энергии, может вызвать головную боль. Ничего себе. Даже так. Не, на следующую стычку с волком я не переживу, это точно. И где трайхард игры? Ну, блять, вы как-то и не просили. Не, ну по факту всем было насрать реально, во что я играю. Но лично я сам, вот, когда вот зашел вот этот, как его, как называется,
Game Pass. Я там увидел Lies of P. Вот там, да. Вот Lies of P я поиграю. Вот это будет окей уж. Челленджи там и так далее. Ну, тоже знаешь, у меня челленджей особых никаких не было. Типа, если уж говорить о челленджах, то не знаю даже. Просто были сложные игры и все. Типа, если появляется какая-то доступная сложная игра, я в нее играю. Доступная. Bush-like, Souls-like. Ну вот Souls-like поиграем. От Lies of P. Но я вот после тренировки все дела хочу починить. Да и потом еще Lies of P не установил. Блин, собака говна, не трогай меня, не доставай, тварь. Это не к добру. Кровавый след какой-то. О, ничего себе. У тебя на руке шарф. Откуда он у тебя? Ты ее никогда не найдешь. Что ты сделал с моей подругой? Мы их всех сожгли, да и дело с концом в старой школе. Деловку затолкали всех внутрь и заперли в дверь, да и все. Ой, чудовище. Так уж вышло. Свет отрубился, автобус потерял управление, вломился в тоннель. Крыша рухнула прямо на нас. Я оттуда еле выбрался. А кое-кто там и остался. Люди собирались вместе, попытки согреться. Электричество пропало. Держались кучкой, дрожали, тряслись. А, блин, как она называлась-то, эта игра? Ну, я понял, да. Мы уж их отогрели. Это просто урод. Вот это уж наверняка. Да, вытащим нож. Мы изгнали всех в старую школу, чтобы удобнее было за ним следить. И тут что-то случилось с электричеством, свет отрубился, потом везде заискрило. И загорелся огонь. Твоя девица с шарфом нашла нас, когда школа уже горела. Она пыталась вытащить людей, но было уже поздно. Все уже задохнулись от дыма. Она дралась, что твоя тигрица. Воткнула в одну из наших то ли нож, то ли отвертку, и меня пырнула, потом бежала прямо в метель. Где ты видел ее потом? Хочешь знать, где твоя дамочка? Сначала помоги мне. Чтоб тебя, говори, где она. Мы догнали ее, но она у тебя с характером. Нож остался у нее, сам видишь, как она меня уделала. Мы пытались ее остановить, но она забралась в автобус. Она казалась такая мелкая, что смогла продать. Да ну нахер мелкая, она больше меня, по-моему. Вы видели ее в катсценах? Она здоровая, что капец. Она вот типа реально ростом 170-180 и здоровая, что капец. Просто бабищ. Тут компания имха не очень. Ну да, она так себе начинается. И дальше-то уж не знаю, как она. Ну, имха еще также то, что все эту игру по сюжету, по компании знают только лишь от начала, от первого эпизода. А в дальнейшем-то уже как... Большинство людей не играло это. Лучше просто выживач. Да не, не сказал. И всех выживачей мне эта игра, в принципе, импонирует как-то. Нравится вполне себе. Может быть и Forest понравится, или Sons of Forest, или Rust. Но просто я в них не играл особо. Вот Subnautica я играл, и она мне... Ну, так себе тоже. Блин, забавно. Он просит меня вытащить нож. А этот придурок в курсе, что он умрет?
burned to death. Hey, Слушай, ты думаешь, меня за хорошее поведение в этот автобус посадили? Он ехал в черный камень. Black Rock. Black Rock. Черный Yeah, камень? you know. Ну да, федеральная тюрьма, черный камень. Туда отправляют отбросов из отбросов. Where they put the worst Самых of the bad последних people. дерьмецов. Bad people. People too bad for the Тех, кто не people. достоин жить на материке. It's like an old Это penal вроде как colony старая or колония, something. чтоб ей провалиться. Блин, как же этот нож гуляет у него по You животу. know there's no easy Все way знают, for что us to оттуда get так back. просто не выберешься. Imagine how lucky Так, you подумай, как тебе повезло. Жители Милтона, их настигла страшная смерть, а ты выжил. are. Scared, dying, and you getting to live. You don't deserve help. Ты не заслуживаешь помощи, но... Ладно. Блин, ну так себе помощь на самом деле. Этот придурок умрет же. Oh, that's better. Не, ну, то есть он должен умереть. Сейчас у него кровь должна хлынуть. I'll just sit Посижу here тут for a пока, while. кажется, мне даже потеплее стало. I think I'm warming up. Моя борьба. Моя борьба. Хопс. Ключ от банковского сейфа 15. Принадлежащий фермеру открывает сейф в банковском хранилище. Так. Окей. Угу. Моя борьба. А вот сейчас его добить, типа, не варик? В этот раз мне пришла зарядка для PS Vita. На блок во время зарядки сгорел. Да уж. Что за хрень? Я взял его в руки, он был очень горячий и вонял. Это ты с Озона заказываешь или с Алиэкспресса? И чё за дерьмовый такой у тебя продавец, что у него такие говнотовары безумные? Озон. Охеренно. Теперь буду знать, что туда, скорее всего, не стоит Can't брать. have too much water. О, шоколадка. Найс. О, консервный нож. Пугерс. Найс. Hope I can still eat this. Моя борьба. В нормальных магазинах типа 12 таких зарядок больше нет. А Алиэкспресс, он типа хуже будет? Нифига, уголь нормально добавляют. Так, записка от соседа. Привет, Мартин, мы нашли Молли. Элис так обрадовалась. Спасибо, что помог нам с поиском. В этот раз, похоже, за ней гнался волк. Па-па-па-па-па. Волк ему так... Сигнальная ракета отпугивает их. Волков. Понял. Надеюсь, я в этом доме найду сигнальную ракету. Ну, типа, к чему эта записка тогда? Ух ты, нихера тут еды. У-у-у. Is it food or? Это еда или еда? Выбирать не приходится. Я, кстати, сегодня видел такое видео. Там про парня, который,
жил прям хорошей жизнью. Ну, то есть у него прям будущее было перспективно отличное. Ну, как я уже, понятно, из моего говора, он умер, да. Ну, короче, интересно то, как он умер. То есть, начнем с того, что он вообще был таким отличником в школе. В универе у него прям стипендия была, там пророчили ему отличное будущее, все было классно. Но что могло пойти не так, да? Вопрос. Что так у него, ну, вообще, ну, испоганило его жизнь, что он, короче, решил сделать одну, ну, большую глупость. Его, короче, бросила девушка. Вот. Его бросила девушка. То есть это, ну, девушка у него взяла и ушла к другому. Ну, чисто, блядь. И парень этот, он такой: я хочу вернуть свою, типа, ну, девушку. Давайте, ребята, думать. Типа, у него друзья еще там кое-какие были. Как мне ее вернуть, там, прочь и так далее. И он начал, короче, придумывать способы, как вернуть ее. И, соответственно, ничего умнее, чем доказать, что он мужик, не было идей. Ну и, соответственно, этот придурок решил пойти повыживать в лесу в жесткую зиму, в минус 20, типа. О, лыжная куртка, нихера. В минус 20. В каком-то лесу, там где-то, короче, хер пойми где. Он, короче, вместе со своим каким-то другом, которого звали, типа, Серега, они пошли в какое-то рандомное место. Они просто вот так вот взяли и выбрали какое-то место. И это какое-то место под названием Каргали, Каторга, что-то там вроде. И они пошли жить в лес, знаете, с каким снаряжением? Вот чисто вот, чтобы вы, ну, поняли, насколько это все это абсурдно было на самом деле. У него было... у него была бутылка воды. Бутылка воды. Типа литр, наверное. Топор. Пила, ножик, какой-то полиэтиленовый пакет, которым можно накрыть, ну, из которого можно сделать какой-то настил, да? Настил. Знания из форумов в интернете. Это, если что, 2010-е года где-то. И угадайте, что? Из еды у него чисто, блядь. У него из еды был доширак. Просто упаковка доширака. И эти два ебла, короче, вот этот чел и его друг Серега в каком-то вообще мега рандомном месте приехали из Москвы на поезде, перешли, как его, там через дорогу просто пошли на трассу и дальше в лес просто тупо углубились. Где-то 5 километров шли, и потом такие: хорошо, здесь, короче, сидим, сделать какое-то что-то наподобие шалаша, и где-то ближе к вечеру, в 6 или 7 вечера, его друг начал, ну, понимать и охуевать от того, что, ну, вот, скорее всего, он тут умрет. И он говорит этому чуваку: слышь,
ты это, давай пойдем. Давай пойдем домой. А он такой, нет, это исключено. Я докажу, что я мужик. И что-то в этом роде он сказал. И тот опять его снова доебывал, типа пытался уговорить его, а тот сказал лишь пошел нахуй. И после Серега, короче, в охуевозе полном просто встал и пошел на звук трассы. Ну, слышно был трассу, но прикол в том, что он вообще не в ту сторону шел. Он 20 километров куда-то там, короче, там шел и шел, и по итогу смог дойти до трассы где-то в 20 километрах от города, в котором они, ну, вышли. Ну, железной дороги там, на ЖД вокзале. Где-то 20 километрах. Ему как-то повезло найти людей, и он, в общем, выжил. А этот парень, этот чувак, который там остался, каким-то чудом с помощью своего телефона смог еще выйти на связь оттуда. Блин. Нет. Кто это? Как смог выйти на связь, и получается, он спрашивал у людей в форуме о том, что ему делать, типа, как выжить и так далее, типа, он перечислил все свои вещи, которые у него есть, и народ весь такой, типа, ну, сказали, типа, без рофлов и без ничего, просто, типа, вали оттуда, ты чё, ты там сдохнешь, там прочее, а этот придурок просто такой, нет, я остаюсь, это исключено. Ну, в общем, в итоге он там остался. Последнее его сообщение было о том, что он там что-то это... Ну, что-то вроде того, что он замерзает, что-то в этом роде, там что-то еще хотел написать. Видимо, у него там зарядка села в телефоне, и он ничего такого не написал в том смысле, что походу все и тому прочее. Он просто писал какие-то вопросы, опять же, по выживанию, и просто связь оборвалась. После этот его друг Серега вместе с поисковой группой пытались его найти, но этот Серега такой же, видимо, как Додик полный. Вообще был без понятия, где, ну, откуда он шел, куда пришел, где было это и там прочее. Он ни хера не помнил, он ничего не знает и там прочее. И, в общем, его так и не нашли. Но спустя год какой-то охотник, чел местный из этого города, где, ну, они пропали вот рядом, вместе со своей собакой они прогуливались и видит, что собака прибежала к какому-то, ну, типа шалашу из полиэтилена сделанного, там, типа, ну, вот это вот накрытое с пакетом. И, в общем, увидел, что он, ну, собака тащит, короче, этот, типа скелет какой-то из этого шалаша в одежде. Вот что-то в этом роде. Ну и там, судя по всему, как говорят эти судмедэксперты, там прочее, он там еще смог прожить 24 часа. Но по итогу, короче, там остался. Такие дела. Could end up being useful. О, найс. Помедленнее записал. Но прикол в том, что они вообще максимально не были готовы. Они типа настолько хуёво подготовились к этому походу, что просто, ну, в это даже как-то поверить сложно. I need to drop something. Ну, типа, как можно быть таким идиотом? Прям сложно поверить. У них ботинки были зашнурованы такие, вот, по типу таких, но хуже как будто бы. Беда в том, что в той местности, где они вот типа ходили, там снег глубокий был, и они очень быстро промокли. Снег попадал внутрь.
Блин, починить что ли? О, металлический контейнер. Блин, книжки, книжки. О, This'll come in handy. варежки. Варежки, варежки. Кстати, что по одежде у меня? На меня же 2 раза волк нападал все-таки. А, кстати. Потрепанная лыжная куртка, обычная парка. Давай-ка лыжную куртку попробуем починить. Something's making me feel tired. Так. Да, валяется. О, гвоздодер. О, так это же вообще... Как я не заметил сразу. That'll come in handy. Блин, я этому парню вообще шансов на выживание не оставляю. И это хорошо. Так, давайте бахнем аптечки. Блин. Мне этот сраный волк же не может выслеживать в такую пургу-то. Это же типа невозможно. Или он из тех волков, которые типа насрать я волк, я тебя найду по-любому. Что-то мне начинает казаться, что он из этих волков. Something's making me feel really tired. Бля. Придется еще одну птичку использовать. Думаю, я успею добежать. О, все, и жестко лягу спать сейчас. Ядрите, умираю. Так, короче, все.
Офигеть, много труда. Так. Выпьем воды. Так, что покушать есть? Нормально. Так, давай-ка персик приготовим. Так, блин, перевес большой. Надо... Так, подлатаемся немного. А, ткани мало. Так. Так, у меня же ткани было типа овер до хера. Не? Блин, я где-то точно скидывал ткань. Не тут, что ли? Пустая банка, повязка. Разрушено. Так. Блин. Ну, может быть... Давайте порвем носки. Ну... Подвижность как-то больше. Так, дай-ка вот отсюда тогда порвем. Да, одежда намного лучше, оказывается. Вот. Неплохо. Так. Риск растяжения.
Так. Кофеек. Ха, риск растяжения увеличен. Найс. Так, одну газировочку, пожалуй, выпьем. Все. Так, и придется тут кое-что оставить. Ядрить, у меня воды много. Так, гвоздодер у меня есть, кстати говоря. Так, инструменты гвоздодер. Так, ага. Так. Слишком много банок этих сраных. Много не надо. Вот бы точильный камень найти, а. Так, и, наверное, фельдшфайр я зажгу, чтоб напугать сраных волков. Сраный волк позорный. Так. Ага. Ну что ж. Вот. Гвоздодер заработал. What have we here? О-о-о. Жаль, что не для холодов, сверхпрочная кожа с хорошей поддержкой голени. Защитят от укусов животных. Ну, блин, кстати, тогда уж... Погоди, давай дальше посмотрим. Так. This stuff will come in handy. С помощью линзы и солнечного света можно разжечь огонь. Окей. Банкноты. Зачем они вообще? Семь, 13. Так, 7 и 13 нету, да? Ключа. Так, а что насчет берцев? Что это за берцы такие? А фишфайр прям хорошо горит, долго. О, круто. О, привет, Маша, здорово. Так, из этого дерьма вытащим кожу. Блин, офигенно. О, газировочка. А, у нас тут выживание потихонечку. Потихонечку, помаленечку. Слышал про новый сериал «Слово пацана»? Название так себе, конечно. Но да, слышал. Так, добрался до банка. Нашел? Вот сейф из банка, который ты просил достать.
I still don't. Я все... Тихо, пожалуйста, дай мне сейф. Give me the box. Jewelry? Украшение? Я не понимаю. I don't understand. You said this would Ты сказал, что help me find поможет ее найти. It will. Поможет, чужак, поможет. It will. I need to find my friend. Я должен найти свою подругу. Как думаешь, ты одна тут справишься? You've done more for Ты me даже не than представляешь, что you для меня сделал know. Маккензи. These pearls. Это жемчуг моей were my лилии. lilies. I didn't come across Ни на anyone ферме, ни в who банке нет walked никого, this кто бы way. мог Seemed like бы носить Lily. имя Лилия. Lily was. Лилия была... It doesn't matter. В Иркутске зумеры уже вроде кого-то зарезали, ты знаешь, с этим сериалом. Пиздец какой-то. Foggy gray memories. Maybe you thought Lily and my Вот, friend вот were такой the same. сериал, да? Слово пацана. Mackenzie, I thought I was helping you. Ясно. Okay. Ребята такие подумали. I don't think you're in any danger anymore. You should have enough supplies to last a while now. Был фильм Sure helps «Бригада» some way. Now that I have во время неспокойных времен, которая побудила многих совершать всякие разные преступления. Так What? почему бы нам тоже не Sorry, хайпануть на I don't этом? understand. Сделаем тоже классный сериал, где... Now you can take her things. Upstairs, in her old room, her cleaning gear, her maps. They can help you get out Да of уж, the ну и внушительные ребята в этом the Иркутске path живут. through the mountains. You mean there's another way out? Yes, На Солнской арене. that's what happened. Never mind that. Take the rope, the map, follow her path. It'll lead you out of Milton and deeper into the mountains, north, towards Perseverance Mills. Okay. If you're sure. Thank you. Now lead me to my memories, outsider. Go out there and find your friend. And don't stop to think about Milton or grandmother again. We're of the old world. This new world is for the strong to survive. О, она мне ключ дала. Wonder if I can drop any of this gear. Так, снаряга тяжелая. Угу. Альпинистские носки. Сразу починим их, пожалуй. Ой, какой балдеж, смотри. Блин, сейчас такая усталость чувствуется после тренировок. Так, надо будет... Ща. Короче, надо сейчас мне подготовить снаряжение. Типа, что с собой брать, все в таком духе. И чтоб типа ничего лишнего. Слишком много трутов.
pack is getting kind of heavy. Блин, веревка 5 килограмм. Блин, повязок у меня, конечно. Все, пошли. Так, ладно, погоди, давай посмотрю. Сколько там осталось до того, чтобы они высушились? Ну, чуть-чуть. Давайте пойдем, короче, поставим веревку. Также еще стоит залутать кое-какие места в этом городе. У меня гвоздодер появился. Некоторые эти ящики там прочие не были доступны мне. Про анус игра выйдет, слышал? Нет. Нет. Да чтоб я не слышал о такой игре. Нонсенс. Я же интересуюсь такими играми. Чё там? Чё там вообще? Прям стоит внимания? Хотя вообще, если так подумать, типа игра про анус, это уже, да, уже звучит очень хорошо. Хоррор игра, серьезно? Надеюсь, в этой игре будет предупреждение о том, что типа у кого геморрой, тем не стоит играть в эту игру, потому что эта игра может травмировать ваши чувства и вызвать новые фобии и тому прочее и так далее. Месть толстого кишечника называется. Но по-английски, да, пишется? Погоди, кто придумал эту игру? Русские или кто-то из зарубежья? Кто этот больной ублюдок? Хз, ща гляну. Вполне себе наши могут быть. Ну, из России имеется в виду. Типа же это, ну, уровень юмора примерно как у нас. Да вот только если бы это был бы чел, который, например, делал Петьку Василия Ивановича. Получается старый чел какой-то. В возрасте такой парень. Мужик точнее. Так, я не обыскивал здесь магазин с холодильником. Угу. Это все смотрел. А вот это нет. Так, занавеску порвем. Такая не нужна. Его мало. Мало. Лилоу студия. Так. Надо глянуть, видимо, трейлер этой игры, да? Звучит слишком прикольно.
Игра про анус. А обычная игра бывает, ну, типа, бывает наоборот. Игра просто анусом бывает. А тут прям именно про анус игра. Интригующе. На самом деле, интригующе. Там за проктологи. Блин, серьезно, прям нифига себе, настолько это. А там насколько ну, видимо, ты трейлер видел, да? Насколько там реалистично, приближено к настоящей профессии. Ты там типа как этот, как ассистент в морге, да? Типа Mortuary Assistant же игра есть. Вот прям как там. По реализму. А, кстати, я же могу багажники вскрывать. Вот это прикол. В кишки копаешься. Всякую хуйню находишь. Ну, блин. Ну, звучит очень хайпово. Это прям хайповость уровня бог. Копаешься в анусе, находишь всякое. Блин, а. Недавно мужика внутри ануса находили муху. Никто не знает, как он туда попал. Охуеть. Муха в анусе. Фу, пиздец. Давай ты еще в текстурах застрянешь. Отличная идея. Рай же для него. Ну, с учетом того, что там по сути нет воздуха. Ну, типа, сомнительно, но окей. Ну, типа, я хз, это странно. Как муха там могла выжить-то? Это вообще бред какой-то. I could use this. Ветровка. Нейлон. А, вот такая вот. Господи. Порви нахер такое. О, вот это хорошая шапка. Канадская. Значит, качественная. Да? Так, вот это я, пожалуй, порву. Так. Давайте покушаем. Самое мерзкое поедим. Ну, по качеству имеется в виду. О, сытый, сытый. Так, и попьем воды немного. Отлично. Так, ну что, сытый, довольный. Готов.
Выживать с новой силой. Так, надо добраться до этого сраного обрыва. Или как он называется? Что за звуки вообще? Это ветер так шумит. Я уж подумал, сука, медведь появился. Так, здесь зайцы есть, значит, спокойно, нормально. Все хорошо. Берите чугей. Радио Долгун. It's dusk, so night can't be far behind. I have a bad feeling I'm never gonna see this place again. Найс. Так, он говорит, что скорее всего мы уже сюда не вернемся. Вот в это место. Блин, ну даже не знаю. Может, что-то успеем сделать здесь? Можно, в принципе, вернуться к Сероматери. А, ну да, там уже у меня шкура зайца, кишки валяются. Надо все это залутать. Как бы то ни было. Так. Айка. Ну тут вроде спуститься можно. И тут везде эти сраные волки. Надо быть прямо аккуратно. Небольшая пробежка. Немного кардио. Так. Что за дом? Я тут по-любому должен был быть. Заходил сюда, скорее всего. Да, заходил. И по сути ничего интересного. Худи. It'd end up being useful. Ни хера себе.
Я тут целое худи пропустил, оказывается. Погоди, что? А. Свитшот с капюшоном современный разработчик всяческих игр держит такую одежду за последний писк моды. Да, забавно. Блин, ну дерьмо, да, получается? Даже сами разрабы как будто говорят, что это такая себе одежда. Да, но от холода она не спасет. Окей. Придется рвать. Риск растяжения. Блин, усталость-то кошмарит в каждую секунду. Так, ну-ка пошли. Блин, вот что херово, то что сейчас вот в сумерках этих ночью. Хотя нет, все видно, в принципе. Я хотел сказать, что волков не замечу, но я, в принципе, замечаю их. Вон там был один, например, мохнатый ублюдок. Так, надо бы машину повскрывать. Раз уж такая тема пошла. Should be good to drink. Так, попьем водички. Так, тут. Ну, в принципе, можно и здесь поспать. Чё бы нет, да? That's done. А, блин, тихо, покинуть дом. Так. Тут ничего нет. Ага. Ладно, давайте ляжем у камина. Так. В принципе, да. Максимум спим. Максимум. Блин. Это хоррор? Не, это выживач. Но местами он может быть как хоррор. Особенно, когда за тобой гонится сраный медведь или там волк. Ну, игра чисто такая. Про мою борьбу. Моя борьба. Моя борьба. Моя борьба. Здесь такие бобры. Тут такие бобры. Бобры. Так. Уже чушь несу какую-то. Привет, Эдра. Здорово. Кстати, я думаю, завтра Lies of P поиграем. Вы гляньте на этого мохнатого урода.
Волк позорный. Все еще слышу его, где-то рядом ходит. Так. Надо вскрыть тачку. Вот урод! Смотрите, что делает. Ты что, притаился там, что ли? Блин, блюдок, а. Сука. Блин, главное, нормально смотреть нельзя. Я бы посмотрел, блин. Сзади что там происходит. Игра вообще тема отвал башки. Lies of P. Да, завтра начнем его играть. Скорее всего, будем чередовать. Типа, вот это и потом Lies of P. Это Lies of P. Это Lies of P. Это Lies of P. Ладно, ты меня доебал. Ах, вас еще и двое, суки. Ну давай, 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 идите ко мне. Суки. Ох. Металлолом, херня. Не знаю, зачем металлолом вообще. Он не съебался. Блядь. Нормально. Огонек спасает очень жестко. О! О! Неплохо, неплохо. Так, подождите. Может быть, тут что-то есть? Возможно, я сюда не заходил. А ты там кем начал играть, Михаил? Там же несколько классов. Я, скорее всего, там опять же ловкачом начну. Ну как ты привык? Быстрым, четким ударом. Одиночный сильный, ну, не знаю, такой. Как-то больше скорость мне нравится. Быстро бить, быстро бить. Вот так вот. Какие же чмошники эти волки. Плохие. Я тут был? Ничего себе.
А как так? Блин, я подумал, на меня еще побежит. Что-то он так рычал и рычал. Что-то этих волков очень много становится в последнее время. Как будто бы слухами распространили по своей волчьей, по своим волчьим каналам. Типа, мол, тут есть мясо. Человек где-то бродит. Подтягивайтесь, пацаны. Поедим, блядь. Сука, сальбутамол и другие бронхорасширяющие препараты переводят легкую форму астмы. Тяжелую и очень тяжелую вызывает смертность. А смысл его существования тогда? Почему не отменяет? Что за бред? Lily, Лилия, кто она? who was she? You want to Ты understand хочешь знать, что Lily's стала Лилия, story? упавшая с неба чужак? Man who fell from the sky. I think I know enough about Я знаю, что bombs to такая потеря, understand думаю, why понимаю, they зачем fell. тебе ее жемчуг. Then take them Тогда отнеси его, to Lily. Лилии. Lily's still here? Лилия здесь Милтон? Почему ты сразу не сказал? Why didn't you say so? Так она мертва, достал. Найди ее, Take the возьми pearls жемчуг и and отдай give them Лилии. to Lily. And then I can rest in peace. Тогда я обрету покой. Сальбутамол. Угу. Понял. Добавьте дров в поленницу серой матери. Нифига себе. Мне эта серая мать меня жрется просто как сука. Пей чай. Попой покачай. Фармкомпаниям это важно, чтобы вы болели. И не следят за этим. Жуткие вещи ты говоришь, конечно. О, уже 11 тысяч. Неплохо, неплохо. Так. О, домашний суп. Съем. Очень вкусно. Астма это считает защитным механизмом на токсичность окружающей среды. Я бы в это поверил, если бы еще жил в Казахстане, например. Не то чтобы поверил бы в это, прям как будто бы я сейчас не верю. Верю, но... Но живя в Казахстане, я скорее всего бы сказал, что типа... Да, чувак, это так оно и есть.
И в этот момент я бы типа с капельницей был бы в руках или типа того. Потихоньку, чуть ли не подыхая. Вот в Казахстане, да, прям вообще пиздец был. Я там так жестко заболел, что охереть можно. Никогда так жестко не болел. Ну, бронхиальными каким-то, ну, типа заболеванием, понимаешь? Это было что-то такое впервые, чтоб так жестко. Чтоб прям так слечь, что с капельницей. Это был пиздец. Что-то я прям вообще... О, второй котелок. Хорош. Не зря зашел. 2 котелка будет. Кстати, у меня же нож есть. Арпадан. Экоджектон. Так. Еще дров наломаем. Ломаем дров. Где-то серая мать. Ща положим ей. Кинем ей палок в поленницу. Кстати, накидываю. На 6 палок. Держи. На еще угля. Так. Так, надо еще чуть-чуть. Прям все отдать, что ли, блин? Ой, господи. А что лучше, деревянные или картонные спички лучше? Как будто бы картонные лучше, наверное, да? Да держи, короче, фисюкуль тут, ёпта. А, все еще не хватает еды. Блин, чуть-чуть. Твой сраный стул разломайте. Ложкой огонь разводить умеешь? Ложкой прям. Это как? Ну, скорее нет, чем да. Ложкой. Ну, вот, честно сказать, звучит очень интересно. Типа, ты имеешь в виду отражение света дрочить, что ли? Типа, тинь-тинь-тинь. Да ну не. Да? Серьезно? Ебать. Это как долго он этим занимался, что он, ну, смог это сделать? Звучит так, как будто бы у него было дохуя свободного времени. Григорий. О, да, вот такие видосы смотреть, это самое то, да. И видосы на тему выживания. Мы сейчас выживаем, правильно? Вот это кайф. Здравствуйте! С вами снова Соколов Григорий. Сейчас я вам покажу, как развести огонь обычной туристической группе при помощи простейших вещей.
это у нас вот котелок, ложка и то, что у многих групп содержится всегда при себе, это туалетная бумага. Значит, давайте разберем потихонечку, что у нас, как мы это будем делать. Значит, берем туалетную бумагу, скручиваем аккуратненько жгутик приблизительно миллиметра 4, наверное, где-то так вот. 3-4 миллиметра в диаметре. Он должен быть довольно плотным быть. Так. 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 Видно там, видно. Вот. Так вот. Видите, у него руки черные. Свернули жгутик. Он еще лизнул его так. Плотненький. Значит, сам огонь мы разводить сейчас не будем. Это вы можете поглядеть в других моих видеороликах, как это все раздувается. Наша задача сейчас, ну, просто для экономии времени, просто развести сам уголь. Значит, берем, отрываем кончик. Вот. Вот эту штуковинку мы будем поджигать. Ага. Вот. Вот сейчас как бы вот такая вот фенечка. Не знаю, это видно, не видно. Вот так вот. Ага. Теперь, для чего нам нужен котелок? У котелка есть очень хорошая вещь, называется сажа, которая образуется от предыдущих походов. Берем и кончик мажем в саже. Вот он, черный кончик. Теперь этот кончик очень легко будет впитывать тепло, даже при небольшом количестве. Так, насчет ложки поговорим немножко отдельно. Ложка, вы видите, немножко тут изогнута чуть-чуть. Для чего это нужно было сделать? Значит, обычно ложки вытянутые, они изогнуты как бы вдоль немножко. Из этого, вот, вы когда смотрите в него, там, вот в таком положении, там, вот такое вот все изогнуто, тут ширину. Чтобы этого не было, чтобы все пучок всех лучей солнечных мог собираться в одну точку, я вот немножко изогнул здесь и расплющил в ту сторону. Получилось как бы, ну, приблизительно, в общем, почти без искривлений. То есть я вращаю, я себя вижу, ну да, у меня рожа здесь кривая, но, по крайней мере, одинаковая, что так, что эдак. Так, ну что, попробуем развести. Еще повторяю, я сейчас буду разводить только уголек, но стабильный уголек. Так, в общем, ставлю ложечку на солнце. Сейчас, кстати, температура воздуха где-то около 24 градусов. Что очень хорошо. Так, вот находим место самое горячее. Так. Так, секундочку, так. Я уж подумал, кто-то держит его камеру. Не знаю, там видно? А, видно все нормально. Или может с другой стороны? Давайте лучше вот так сделаю, вот, чтобы вам было видно. Так, вот, наводим на самое яркое место. Вот у нас началось дымиться. Да ладно. Но дымок это еще пока ничто. Нам нужен уголек. Не, ну это уже неплохо, это прям уже внушительно прям. Черт побери. Не, лупой-то, конечно, было бы На быстрее. камере-то вроде ничего так. В этой игре, кстати, Хорошо, лупа нет, есть. не очень С хорошо. помощью лупы можно разжигать огонь. Неудобнее было с другой руки смотреть. Ну ничего, сейчас разведем. Так. Тут главное выдержать вот, то положение, при котором идет дым. О, вот, пошла, родимая. Угу.
У туалетной бумаги есть очень хорошее свойство. Она очень хорошо тлеет. Не знаю, видно, не видно. Очень был рисунок, когда узнал, что я не первый, кто использовал ложку для разведения огня. Зато моя методика мне больше нравится. Так можно при помощи обычных маленьких предметов различных развести огонь. Кстати, за место ложки можно пользовать и поварешку. У нее, кстати, больше гораздо отражения. Ну, в общем, огонь можно добыть практически всегда и практически везде. Вариантов может быть очень много. Ну что ж, с вами был Соколов Григорий. Всего доброго. До свидания. Зимний туристический лагерь для детских домов Азимут Надежда. Интересно. Хорошее видео. Хорошее видео. Если есть еще подобное видео, давайте глянем. На тему выживания. А, давайте я вам этот видос покажу, который я смотрел сегодня. Он жесткий. И такой продолжительный, более-менее. Я его как раз до конца не смотрел. Здравствуйте! Опять мы с вами давненько не виделись вот так напрямую. Как видите, у меня все больше Груцинова. Не выдумка, и все персонажи действительно существовали, и события происходили на самом деле. Начнем с наиболее популярной из них, темы, которая широко обсуждалась в начале десятых, в имиджбордах, социальных сетях. Есть отдельные группы, посвященные событиям этой темы. И до сих пор следы ее можно найти в первозданном виде в интернете. Есть парочку роликов на ютубе, но сейчас она практически забыта, даже несмотря, что события там действительно депрессивные и отчужденные. Она особо сильно меня задела, потому что события, происходящие там, буквально были вот недалеко от моего родного города, а именно в городе Каргате. И я сейчас говорю про Каргате, вот экспедицию называется. Игоря Груцинова. Смотрю, что длинноволосый зумер может меня научить чему-то. Не, это, ну, не он учит, а сама Игорь история. Вадимович Груцинов. Обычный студент из Москвы, который решил провести двухнедельное выживание в сибирской тайге ноябрьской порой. И, казалось бы, что могло пойти не так? А поворот не туда был совершен буквально в самом начале. Никакой подготовки, минимального походного опыта у Игоря не было. Он просто пошел без минимальных знаний о том даже, как построить себе шалаш, чтобы переждать хотя бы одну ночь на буквально самоубийство. И в интернете стал известен своими душераздирающими посланиями о помощи незадолго до собственной смерти. Но что его вообще сподвигло на такой незрелый максималистский поступок? Для понимания нам, естественно, нужно углубиться в его биографию. Игорь родился в 1990 году, к слову, в тот же день, что и я, 8 октября в городе Харьков. До 17 лет проживал в Белгороде, а Украине. потом поступил в Российский университет нефти и газа на факультет химической технологии и экологии в Москву. А учился он всегда хорошо. В школе он, например, был отличником, призером учебных олимпиад по химии, а вот в универе стал получателем персональных стипендий. И вот, казалось бы, живи дальше, становись профессионалом в своем деле, стремись к светлому будущему. Но в 2010-м на Игоря наваливается целая куча проблем. Девушка Анастасия Лощилова, с которой он был в отношениях и после окончания учебы планировал на ней жениться, просто уходит к другому, тем самым нанеся ему душевную травму, которая спровоцировала падение его учебы. Куча хвостов и аж угроза отчисления. К тому же на медкомиссии у него заметили серьезное отклонение в сердце, а именно сердечную аритмию. И тогда Игорь действительно пал духом и долгое время не мог понять, что ему делать. Но нашел очень странный способ для решения самой беспокоящей его проблемы – уход Насти. И я докажу ей, что я настоящий мужчина.
сказал он своим однокурсникам и начал продумывать план выживания в дикой природе. И делал он это следующим образом. Тупые Полазил по подростки. форумам, где расспрашивал абстрактную муть частями, просто в каких-то общих чертах у разных пользователей, среди которых есть школьники, дилетанты, которые вообще не имеют малейшего представления, как правильно выживать в дикой природе. Но он берет оттуда щепотку инфы, а потом лазит и смотрит документалки с Бером Гриллзом. И в его голову Бером закрадываются Гриллз. зачатки мысли, что этого совершенно Блядь. недостаточно для автономного выживания. По факту Нужно получается знать Беар заранее Гриллс убил одного досконально человека. местность, которую ты будешь многих посещать. надо. Полностью в мельчайших помощью деталях всего продумать этого маршрут, программы. чтобы тебе хватило еды, экипировки, знать, как правильно строится жилище, по какой Опа-па. технологии, чтобы просто не умереть от холода. И Блядь. хотя бы пообщаться, сделать пробный поход с человеком, который разбирается в этой территории и умеет Жесть, я выживать жестко в диких стал. условиях. Но вместо этого Игорь берет такого же неопытного друга Константина Солдатова, и они вот вместе запах у выбирают меня точку высокий. своего выживания при помощи рандомного тыка по территории карты РФ. И палец попал в небольшой город Каргат. Ну и все. Константин и Игорь двинулись в путь. Прибыв на место 27 ноября и двинулись выбирать какой-то себе таинственный. территорию для выживания. Вот Игорь В его их зовут, планах Сергей. прожить здесь 2 недели, но экипировка крайне скудная в плане еды. Там немного воды, заварная лапша, кофе и сигареты, чего уж точно бы не хватило на такой срок. А в плане инструментов нож, топор, пила, лопата и Так, давайте полетели. посмотрим на мою Всё. еду. Но их это нисколько не Кофе смущало, и они с есть. полной уверенностью Крекеры. пошли от вокзала Нормально. до трассы. Тогда, чтобы вы понимали, Сок. мороз был уже минус хотя бы 20 заяц с утра, а их одежда — это легкий пуховик, вязаная шапка, джинсы и шнурованные ботинки. Ни для кого не секрет, если вы будете идти напролом среди сугробов по колено, ваши ноги забьются снегом и промочатся. Они просто задубеют Ну, от какие же холода, тупые, а просто пацаны офигеть сначала можно. прошли 5 километров напролом до трассы, а после чего двигались еще 5 километров вглубь леса, где выбирали точку Ебать. своего приземления. Ей оказался небольшой березовый околок. Но вот они расположились. Сделали из полиэтилена и веток шалаш, а также при помощи смеси для розжига развели костерок. И еще деталь, которая меня ужаснула и показала, насколько они не шарили за местность, куда они пошли, и вообще не понимали, что они делают. У них с собой были рыболовные снасти. Видимо, они взяли такой небольшой запас еды в виде заварной лапши, потому что рассчитывали добывать пищу прямо там при помощи рыбалки, охоты. Но не учли, что место, куда они пришли, это лесостепь. И там нет никаких рек, ничего. А то место, где они расположились, там максимум, что они найдут, это болото. Просто ужас. Вот так вот. И вот сидят Игорь и Константин у костра, пытаются согреть свои замерзшие ноги, и слышится звук трассы. Тогда Игорь говорит своему товарищу: Эх, жаль, что зашли не так далеко. Ну, чтобы не было соблазна вернуться. И только сейчас до Константина дошло, что он просто здесь умрет. Ведь поставить костер в жилище Лицо полиэтиленовое нахуй не какое-то. представляется возможным, потому что весь дым скапливается внутри и душит. А еда заканчивается. Уже темно, обдувает страшный ветер, и мороз все крепчает. А у Игоря на уме лишь одно желание доказать своей бывшей девушке, что он настоящий мужик, всячески потроллить ее, заставить переживать за него, выживальщика, даже если это стоит ему жизни. Так что Константин предложил единственное адекватное решение. Игорь, давай возвращаться. Ты же сам прекрасно понимаешь, что мы здесь долго не протянем. Игорь, Поначалу на просьбы своего товарища он отвечал исключительно игнором, просто молча смотря в костер, но потом ответил: пошел нахуй. Тогда Константин принял решение спасаться самому. И пошел к трассе, но заблудился, выйдя в 20 километрах от Каргата, после чего нашел людей, доложил им о всей плачевной ситуации и участвовал в первичных поисках. Но, к сожалению, он не смог правильно сориентироваться на местности, и Игоря не нашли.
А в 7 часов Да. вечера до Игоря Груцинова тоже дошел весь ужас и тупиковая ситуация, в которую он сам себя загнал. Но вот уходить с позором его пугало еще больше, и тогда он чудом поймал через свой кнопочный телефон сеть в этих местах, через которую он изначально планировал отчитываться перед своей девушкой Настей о том, какой он крутой выживальщик, и создал тему с просьбами о помощи на форуме «Отшельников», которую можно до сих пор найти в первозданном виде, а также профиль Игоря Груцинова. Ты когда все это читаешь, будто бы прикасаешься к могильному склепу, просто с головой погружаешься в те события 12-летней давности. Стою у костра и пишу это. Помогите, пожалуйста. Нахожусь в лесу, температура около -20. Построил шалаш, ветки и клеенка. Надеялся обогревать его изнутри, но выходит очень много дыма. Перенес костер за метр от шалаша, накрыл клеенкой, но дыма все равно очень много. Какой мне сделать шалаш или жилье, чтобы не помереть? Вокруг одни березы, снег по колено. Из инструмента у меня топор, нож, пила, лопата. Помогите, пожалуйста. Первое, что ему написали, естественно, валить отсюда как можно скорее к людям, просто чтобы выжить. К сожалению, этого комментария в оригинале не осталось, но ответ Игоря все еще есть. Такой вариант даже не рассматриваю. Или тут выживаю, или тут помру. Знаю, что идиот, дурак и так далее. Долбоёб, чисто. Вернуться не могу. Нахожусь за 3000 километров от своей привычной дислокации. Тут уже темно, выбраться отсюда самому не представляется возможным. Но главное то, что я сам этого не хочу. Как пережить ночь и не замерзнуть, лучше вот это объясните. Далее Блин. Игорю посоветовали сделать печку, и в недоумевании, как он вообще решился на такое, пойти в морозе начать строиться, подметили, что подобное решение просто самоубийство. Возможно, это самоубийство. Но если бы это было так, то я бы не писал. Запас продуктов у меня есть, и это не прикол. Строить печку это, конечно, хорошо, но сейчас невозможно. Весь форум я читал, но, видимо, где-то чего-то не усвоил. Конкретно мне какой тип шалаша лучше подойдет? Скажите. Я Далее нож с собой пользователи не советовали взял, ему блядь. всякое. Что нахуй? Топить не березой, а сосновым сухостоем, чтобы не было дыма. Предлагали разные варианты жилища, но самое главное это на следующий день идти к людям и ни в коем случае не спать при -20, потому что Игорь так себе отморозит лицо и части тела. От него еще поступало парочку сообщений, где мы узнаем, что он промочил ноги, что вообще неудивительно в том месте, где он находился. И вот последний пост. А затем у него, видимо, просто разрядился телефон, и он остался лишь в компании с враждебной окружающей средой и своим юношеским максимализмом, который завел его в могилу. Пиздец как. После поисков с Константином Солдатовым, не увенчавшихся успехом, Игорь целый год оставался пропавшим без вести. Он даже попадал в передачу «Жди Константин меня», Солдатов. но в ноябре 2011-го учитель физкультуры, который охотился вместе со своей собакой на зайца, случайно наткнулся на тот самый шалаш, где поначалу думал, что его собака достала тушку мертвой косули, но когда увидел штаны и выпирающие кости, все сразу понял. Ну куда ж они без подготовки-то полезли? Местные-то парни не факт, что выживут. Фотография А Лэндона, эти блин. с самой Москвы ехали. Предположительно, после своих записей на форуме отшельников Игорь смог выжить в лесу еще целые сутки. Но узнать какие-то подробности у нас не выйдет, потому что единственный источник информации, тетрадка, которая была найдена в вещах Игоря, превратилась просто в монолит, в котором невозможно что-то прочитать. Теперь можно разве что подвести итог в этой невероятно грустной истории. Как я уже говорил, Игорь с самого начала был обречен, потому что он сам загнал себя в угол. У него было только два варианта, как бы он мог спастись.
Первый — это вообще не планировать свою вылазку в дикую природу и выживание там, а просто отпустить человека, который, видимо, потерял к тебе любовные чувства и ушел к другому. Назад ты его уже никак не вернешь, а даже если так, то это уже будут не те отношения, а просто левая туфта. Так что единственный адекватный путь — это справиться со своей душевной болью и просто жить дальше, попутно решая возникшие другие проблемы, например, в Блин, учебе, очень похож на рассказать одного про моего здоровье, свои знакомого. сложности близким родственникам, в общем, подойти к своим проблемам рационально. А второй вариант, ну если ты уже решился доказывать своей девушке, что ты настоящий мужик, то продумай весь свой план невероятно досконально и не опирайся на форумы, где 90% рандомного шлака, а также на передачи, где человек выживает в компании с огромной съемочной группой, которая готова оказать ему в любой момент разную помощь. Так что Игоря Груцинова мне чисто по-человечески, естественно, очень жалко. Также его родных. Это человек, у которого все могло сложиться замечательно, учитывая, что у него были и способности в точных науках. Так что пускай его невероятно тоскливая история послужит уроком для других людей, которые попадали в похожие ситуации. Такими делами вы никого не вернете, и подобные решения нужно просто перерасти и душить на самом корню. Светлая память Игорю Груцинову, ну а мы переходим далее. А, там еще какая-то история есть. А вот вторую тему ролика мне, к сожалению, пришлось вырезать в самый последний момент, потому что я узнал, что ее рассматривать на ютубе нельзя вообще ни в каком контексте. Она полностью запрещена, и за нее грозит либо блокировка ролика, либо вовсе удаление канала. Здесь исход совершенно непредсказуемый, поэтому я принял решение залить эту часть ролика на свой телеграм-канал, где он будет доступен эксклюзивно. Вы можете написать: ой, да ты зря боишься, твой страх совершенно не оправдан. А я вот вспоминаю ситуацию с удалением ролика про Ронни Макнатта и Глеба Кораблева, где я вообще ничего толком не показал и все рассказал максимально цивильно, то идти на такие глупые риски я не хочу и лучше реально перестрахуюсь, поэтому надеюсь, вы меня поймете. Милости прошу вас в телегу и извиняюсь за предоставленные неудобства. Телега. Лучше бы летом пошел. Ну, казалось бы, да. Какие-то у него благие цели были, конечно. В том плане, что... Не, вообще, знаешь, типа, ну, идея такая, так сказать, романтичная. В том плане, что не именно как вот вернуть девушку, да? Нет, это, мол, полная хуйня. А именно просто в сама идея повыживать 2 недели, типа, ну, в лесу. Типа, довольно... Типа, окей. Вполне себе понять можно. Но исполнение этого плана, конечно, полное дерьмо. Да зимой вообще, ну... Опытный чел отъедет в легкую. У них там еще и местность такая была, как он говорит. Ну, ни рек, ничего, не это. Зима, там, ну, я хз, чего он... На что он рассчитывал, это полный бред. Чисто какой-то отличник, который учился там на кого, я уж не помню, но... математических наук, там, скажем, как ему это все могло помочь, конечно, вообще без понятия. Потом еще так подготовился, по-идиотски, конечно. Вот, казалось бы, человек умный, да, отличник, у него там стипендия, все дела. Но как он, типа, ну, при таких данных вообще пришел к такому, ну, концу? В том плане, что, ну, вроде парень умный, но по факту оказалось, что он, блин, полный идиот. Ну, типа, фул кретин. Как он так? Вообще не понимаю. Да.
Кому опять кости Hungry промываешь? Мертвому человеку. Парень, чтобы доказать своей девушке, бывшей, что он мужчина, поехал в тайгу. Ну, грубо говоря, планировал там пожить 2 недели и умер в лесу. Да. Не, мы сейчас просто посмотрели конкретно видео это. Да, я от начала стрима говорю об этом. Пиздец какой-то. От самого начала стрима. Ты там где-то на 100 минут рассказывал эту историю. Да. Ну это же я. Это канал. Со стримером, которому 32 года. Заходите сюда перед сном, когда вам нужно заснуть. А вы представьте, типа вот с каким бы людям, у которых бессонница, я бы помог от этого недуга. Ну типа просто они бы, ну, спокойно легли бы спать, смотря мой стрим. А ведь это настоящая реальная проблема. Блядская... Блин, прикинь, убежал. А нет. Твою мать. Заяц поганый. Че так реалистично эта игра. Была бы это другая игра, я бы уже из этих 2 камней сделал бы нож. Или топор каменный, блядь. О, уголек. Да блин, не кидайся. Оу, уголек. Теперь мы сможем серой матери ее вот это вот всякое дерьмо на годы вперед прям обеспечить. Там у нее хавки просто завались. Она реально сможет жить очень долго. Правда, ее, наверное, зэк убьет. Так. Энергетик пока пить не будем. Так, а куда ведет эта дорога? Ага. Понимаю. Блин, я уже устал. Кто лает? А, зайца замочили. Жалко, конечно, этого добряка.
Как так-то ничего нет? Да, блин. Почему эта игра не PUBG? Я бы уже столько лута собрал бы. Эмки, хуемки. Пистолеты, наганы. Так, ущелье какое-то прям. А куда это я выйду? А. Любопытно. А тут внизу может быть что-нибудь интересное? В принципе. Ну, зайцы есть хотя бы. Блин, ничего, голодает. Ох, нихера себе. Так. Да блин. Да ёпта. Сука, догоню. Догоню нахер. Где он, где он, где он? Ага, возвращается, смотри. Бля. Твою мать. Да в смысле? Я прям в него же попал. О! Too much Всё. stuff to carry. Слишком много вещей. Так. Так, разбираем зайца тогда. Распаковка зайца прошла успешно. Получили много. I'm gonna need to rest soon. Не знаю, для чего я антисептик применил. Но я это сделал. Так. По весу. Так, ну придется энергетик выпить. Где он? Вот это вот реально PUBG. Выпил энергетика. И столько сил прибавилось. Так, занес number 2. О, машина. О, труп. Нихера себе. I could use this. Ничего себе. Так, ничего тут нет. Шарф.
Да. Чё-то как-то грустно. Блин, мразь ушастая. Так, тут ветер сильный. Надо выбираться отсюда. Влаги много. По идее, ну так я должен рассуждать, наверное, да? Но это, скорее всего, вообще не имеет такого смысла. А вот так вот схватить его нельзя, что ли? Чё со мной? Блин. Why didn't that work? Да. У меня даже попить ничего нету. Блин, ну надо как-то выбираться из этой жопы. Я слушаю эту историю про, сука, этого Игоря, который в лес ушел и сдох. Я вот прям его судьбу повторяю, но в игре уже. Жесть какая-то. Я просто куда-то вот реально вглубь леса ушел, и тут уже, да. Похоже, что мне шансов Find a мало. place to rest. Excellent. Неплохо. Это реально классно. Так, надеюсь, в тех машинах тоже что-то есть. Блин, вот в ту сторону идти. Да, пойдемте. Раз уж мы тут чекнем, что там есть. Ну, тут прям типа обвал, да? Так, ну я надеюсь, что в машине поспать можно. Просто сесть в нее, закрыться и поспать. Типа наличие ворон говорит о трупе. Ну труп внизу, я его уже залутал. Better take this food. Нифига. Something's gotta go. Так. Too tired to
right. А, вот здесь вот типа, поспать можно. Нормально. Блин, ну это ночь будет, сука. Ладно, дать 5 часов попробуем поспать. Отстой. Ночь, да? Ну да. Не голодать. Похрумкал. Ничего, зажигалка. Точнее, спичка. Ткань. Я вот надеюсь на то, что хоть где-то тут есть ключ от сейфа. Водительские перчатки. Stuff will come in handy. Нормально. Пойдет. Тоже неплохо. Ну. Блин, опять он спать хочет. Да, игра, конечно... Но я подобные игры, видимо, просто играть не умею. Интересно, по крайней мере, точно. Ну вот типа Souls-like игры и там прочее, это да, такие игры испортить невозможно. Ну, я надеюсь, что я по этому пути смогу выбраться. Вот посюда. Наверняка же можно. Это было бы мега тупо, если вот тут просто тупик оказался. Так. Блин. Можно было бы в пещеру сесть и там еды себе сообразить. Заодно воды. Блин, только очередная пещера только. Ёпта. Ну ладно, в пещере. А, это прям такая пещера. Нихера себе страшно. А этот медведя не встречу или волков там?
Да ну. Ого. Ну, музыка такая, да, уже Getting kind of thirsty. напрягающая, напрягающая. Напрягейшн. Интересно. О, выход. Так. Это ладно. Я аж вспотел немного. Это ладно. Давайте посмотрим, что там. А. Ничего себе. Потерянная метель. Письмо найдено в пещере в прошлом рюкзаке. Я шла вместе с остальными, но метель так разбушевала, что я отстала. Несколько человек решили вернуться и переждать непогоду в старой церкви. Я пошла вперед, но где-то, видимо, свернула не туда, и утром попробую вернуться и пойти последовать остальных. Подпись Элис. This'll keep the lamp burning. Окей. Ну, давайте заезжаем. О, горящий факел вообще просто тупо разожжен. Бабки будем жечь. Looks like it worked. Так. I just need to close my eyes. Поели. Ох, попили. И все? Печально. Так. Что тут поспать вообще не судьба, что ли? Да ты шо? В смысле? Так. Ну, вот тут как будто бы, блин, идеальное место, но игра так не считает. Ладненько. Погоди-ка, дай-ка из костра я возьму факелок.
Блин, реально уставший, потихоньку голодающий. Все плохо, пацаны. Смерть шепчет. А самое главное, усталость ну прям высокая. О, а я труп вижу. Это труп. Hope nobody needs this anymore. О. Ну, спальный мешок, кстати. Но он мне не нужен. Найс, калории. Найс, да. Так, где-то мы оказались, интересно. Так, подожди. Давайте. My energy is just disappearing. Хорошо, хорошо. Energy disappearing. Могу я где-нибудь тут, пожалуйста, костер развести? Слава тебе, Господи. That should help warm things up. Какого хрена, блин, играть? Что тебе надо от меня? Ага, вот тут можно, да? Так, ладно. Привет, Павел. Здорово. Так. Чуть не ро. Чуть не ро. Что это значит? Чуть не потерял, только канал искал. Блин, ну... Аккуратней. Так. Давайте поспим максимально. Ну, 9 часов хотя бы. Почему они так тупо сделали, блин? Вот как-то по обыкновению ты нажимаешь вот на левую кнопку, не на правую. Ну, не знаю, почему-то. Как-то рука. Блин, кайф. Снова живем. А ты говоришь по-якутски, да, говорю? Так, можно, оказывается, здесь спуститься. Ты давай это, не надо. Ты тоже? Здорово. Ну, так я свой канал на якутском языке не веду, потому что русскоязычных больше, чем говорящих по-якутски. Это место, блин. Я понял, где я. Здорово. Черт. Какая грустная песня. Блин, кстати.
щиты. И всякие туфли, блин, с собой, которые место занимают. Надо их порвать. Знаете, просто... Блин, сука, не то выкинул, не то выкинул. Бля, я теперь босиком стою, сука. Тречка Лизард Рептилоид Смерч активировал награду за 5000 и написал линк в Англии. Во мгле. Ну, понеслась. Сегодня у нас будет на самом деле жесть. А, кстати, вот это видео у меня часто в рекомендуемых выскакивает, так что, походу, прикол. Это, походу, будет интересно. Все у нас прекрасно. Так, сейчас. Сейчас пойду себе воды налью, подойду. Ой. Мне вчера приснилось, что меня росгвардейцы вытащили из дома и отвезли в военку. Пиздец. Ну и стрёмные сны, конечно, у тебя. Поэтому впервые на канале я вынужден предупредить, что если вы восприимчивы к разного рода щас, наверное, трагедиям и многим такое резко на них снится. реагируете, то лучше это видео не смотреть. Для всех же, кто решил остаться, рад приветствовать вас на своем канале, где время от времени я рассказываю про реальные преступления и странные феномены. Если вам такое нравится, то подписывайтесь. работаю. И давайте приступим. А, Японцы издавна славятся своей преданностью работе. Термин «куроши» был введен в Японии в 70-х годах для обозначения смертей, вызванных истощением от чрезмерного. В этом в месте под названием Offset. Там я занимаюсь дизайном макетов и прочее. Типа наружной рекламы, печатной продукции по типу там, ну не знаю. Ох, сюда. Ежедневников там, визитных карточек, там прочее. Но вот чем чаще всего занимается данная компания, тем, что они выпускают всякие наградные знаки, нагрудные там и там прочее. Также, что там еще есть? Работы. Брендбуки, там прочее. Ну, довольно-таки хорошая, большая, крупная компания, у которой есть много филиалов. И поощряют их приходить на работу Типа у него раньше ответвления в этом положенного. плане очень А много. уход с работы вовремя, наоборот, порицается. Когда сроки поджимают, спать на рабочем месте довольно распространенная практика. Несмотря на негативное влияние на общество и коллективное психическое здоровье японской рабочей силы, Ну, так эта нормально, нездоровая да. традиция сохраняется. Но я хочу и по влиться сей в день. IT. И знаете, иногда говорят, что плохой опыт — это тоже опыт. Ведь вы анализируете свои ошибки и двигаетесь дальше, держа в голове то, чему научились. Но некоторые ошибки настолько губительны, что остается лишь с ужасом наблюдать за тем, как все медленно рушится. В 99-м году сочетание халатности, корпоративной жадности и полного пренебрежения к безопасности работников привело к просто невообразимым страданиям одного человека.
Утром 30 сентября 1999 года техник атомной электростанции Хисаши Оучи, его коллега Масато Шинохара и их начальник Ютака Йококава прибыли на атомную электростанцию Такаймура. Это был их очередной рабочий день. Я не химик и не физик, но расскажу так, как я это понял. Одна из установок этой станции была нужна для переработки урана. В дальнейшем его уже перерабатывали в топливные стержни, которые затем использовались на других атомных станциях и реакторах. Специально обученного персонала для этой роли не было, и ее выполняли те техники, которые оказывались свободными в тот момент. Процедура была строго расписана, из какого в какой резервуар что переливать и сколько времени все это перемешивать. И за 3 года до этого компания изменила официальную процедуру таким образом, что раствор нитрита урана можно было готовить в ведрах из нержавеющей стали. Вручную, а не как раньше помещать ингредиенты в специальный бак для растворения. Это Чего? было, мягко говоря, незаконно и противоречило предписаниям правительства, но никогда Это не приводило безопасно, к несчастным блядь? случаям из-за того, что концентрация урана всегда была крайне низкой. Когда те 3 рабочих прибыли в тот день, завод уже на 2 дня отставал от графика доставки ядерных топливных стержней. Компания оказывала давление на сотрудников, требуя завершить процедуру как можно быстрее, и поэтому техники сами еще сильнее изменили процедуру. Теперь они смешивали раствор нитрита урана в ведрах и вручную выливали его прямо в резервуар для осадка. Кроме того, они использовали концентрацию урана в 7 раз превышающую ту, что была раньше, чтобы создавать топливо как можно быстрее. И как вы понимаете, это и привело к трагичным последствиям. Примерно в 10:35 утра Оучи и Шинохара смешивали урановый порошок в ведрах, но при этом использовали в 7 раз больше допустимой концентрации. Оучи облокотился на резервуар для осадков и помогал Шинохаре, который стоял на платформе и заливал смесь. И внезапно сигнализация гамма-излучения. Пиздос, это они вот так вот это делали, да? Обалдеть, ебануться. Что могло пойти не так, да? Погоди, это какие года? Я прослушал этот момент. Да, они говорили, но я прослушал, забыл уже. Пипец. Ну, бред который какой-то. стоял на платформе и заливал смесь. И внезапно сработала сигнализация гамма-излучения. Оучи, Шинохара и Йококава поняли, что совершили ужасную ошибку. По сообщениям, все более, 3 да. увидели вспышку Да, он голубого есть, ага. света. Это так называемый эффект Вавилова-Черенкова. При этом выделяется огромное количество энергии и возникает ударная волна, похожая на звуковой удар сверхзвуковых самолетов или пули. Это подтверждает, что произошла неконтролируемая цепная ядерная реакция деления, в результате которой комната была облучена смертельными дозами гамма-частиц. Друзья, если вы поступили или уже учитесь в ВУЗе, то обратите внимание на Work5. Идеальный сервис для решения всех студенческих задач. Они могут помочь с написанием курсовой, дипломной и любой другой работы. По данным SimilarWeb, с 1,6 миллионов пользователей Work5 является крупнейшей платформой в этой отрасли, гарантирующей вам первоклассное качество по приятным ценам и, самое важное, сжатые сроки. Их и поэтому ближе всех к месту взрыва получил самую большую дозу. Шинохара, стоявший рядом, получил Да, я немного тоже скоро пойду спать, Йококава на завтра сидел на за работу, компьютером да. в нескольких метрах от них и поэтому получил наименьшую дозу радиации. Чтобы вы понимали, международно признанный предел радиационной безопасности на одного человека в год составляет 20 миллизивертов. Доза, считающаяся смертельной, составляет 5000 миллизивертов. Оучи же получил в один момент 17 тысяч миллизивертов радиации, что в 3 раза превышает смертельную дозу. Шинохара получил 10 тысяч, а Йококава 3000. 3 мужчин немедленно бросились бежать, но далеко ему идти не удалось. Оучи и Шинохара сразу же почувствовали жгучую боль по всему телу. Их стало тошнить и мучить одышка. Йококава тоже почувствовал эффект, хотя и не такой сильный. Оучи вошел в раздевалку, где его вырвало, и он потерял сознание на полу. Завод был немедленно эвакуирован, чтобы устранить повреждения и предотвратить облучение других работников. Оучи, Шинохара и Йококава были доставлены в Национальный институт радиологических наук в Чибе. Однако из-за тяжести состояния Оучи его быстро отправили в больницу Токийского университета, где есть более квалифицированный персонал и современное оборудование для лечения. Ничего себе. Вечером 30 сентября Оучи прибыл в больницу Токийского университета.
В больнице его принесли на носилках и отвели в отдельную палату в отделение интенсивной терапии. Там за ним присматривала одна из медсестер. Она отметила, что Я нашел если не Лилит, считать дочь. опухшей руки и, похоже, только что обгоревшей кожи, мужчина выглядел Женочка хорошо, моя. был бодр, разговорчив и был дружелюбный. последний Одна из подарок. медсестер даже сказала, что, по ее 16 мнению, в летия. тот же день он спокойно мог отправляться домой. Не подозревая об этом, они положили начало одной из самых ужасных смертей в истории. Узнав, что Оучи попал в аварию на атомной станции, медики провели исследование его костного мозга, чтобы выявить проблему. И то, что они узнали из результатов, повергло их в ужас. Врачи поняли, что случай Оучи был отнюдь не рядовым. В человеческом организме бесчисленное множество клеток, которые умирают, но со временем заменяются на новые. Этому способствуют хромосомы нашего тела, в которых заложена схема процесса восстановления. Если хромосомы не будут функционировать, человек просто не сможет выжить. И хромосомы Оучи были настолько сильно повреждены радиационным взрывом, что их образцы выглядели как суп. Некоторые из них разбились на кусочки, как стекло, разлетелись в разные стороны и с трудом поддавались идентификации. Некоторые из них были аномально сросшимися. Давай, Чертежей для спокойной репликации ночи. и восстановления клеток просто больше не было, а хромосомы стали бесполезны. Врачи попросту не могли поверить в увиденное. Если повреждения были настолько серьезными, то почему, по словам медсестер, Оучи выглядел здоровым и пребывал в отличном настроении? Что ж, врачи сошлись на том, что мужчина находился в стадии призрака. Это период здоровья, который может длиться С днем несколько часов рождения. или дней в зависимости от реакции организма на радиационное отравление. До Спасибо. взрыва клетки Хисаши были еще работоспособны, поэтому все то здоровье, которое он демонстрировал по прибытии в больницу, было недолго. Как только отравление радиацией даст о себе знать, все изменится. Проще говоря, он был бомбой замедленного действия, и его кошмарные страдания вот-вот должны были начаться. Помимо утраты функциональности хромосом, уровень лейкоцитов в крови мужчины опасно снизился, что сделало его восприимчивым к инфекциям и болезням. Чтобы исправить ситуацию, главный врач, ведущий это дело, доктор Казухика Маякава, распорядился перевести его в Да, он мне палату, тоже где рекомендовал. он будет постоянно защищен Вот от это лишних видео патогенов Маша ему и заказал. бактерий. Устранив возможность инфекций, доктор Маякава понял, что для того, чтобы дать ему шанс на выживание, необходимо обеспечить его организм притоком здоровых хромосом, чтобы заставить его воспроизводить клетки и восстанавливать себя. Тогда он решил попробовать экспериментальный метод лечения рака, который называется трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток. Для этого потребуется взять у донора здоровые клетки костного мозга, которые затем будут пересажены Оучи. Здоровые клетки попадут в его костный мозг и в идеале позволят ему снова вырабатывать свои собственные здоровые клетки. Единственное предостережение к этому передовому на тот момент методу лечения – донор должен подходить по иммунной системе. К счастью, у Хисаши была сестра, которая была признана врачами подходящей, и операция была проведена. Семья была обеспокоена тем, что Оучи стал первым в мире пациентом, получившим такое лечение. Прекрасно зная о том, какой вред нанесла радиация его организму, доктор Маякава позаботился о том, чтобы семья могла видеться с ним ежедневно. Он понимал, что любые ложные надежды сделают и без того сложную ситуацию еще более проблематичной, поэтому хотел, чтобы его семья видела изменения и смирилась с худшим сценарием уже сейчас. Тем временем мужчина, похоже, не понимал всей серьезности своего положения. Одна из медсестер заметила, что однажды он спросил: «Я думал, что смогу покинуть больницу через месяц или около того, но это займет больше времени, не так ли?» Позже он спросил о своем облучении. Когда вы подвергаетесь такому облучению, есть ли риск заболеть лейкемией или чем-то еще? Оучи не знал, что у него попросту не хватит времени, чтобы лейкемия успела развиться. Со временем стали подступать и физические симптомы радиационного отравления. Потеряв эластичность, кожа Оучи начала Привет, Ксия. отслаиваться. Здорово. Медики заметили, что при снятии медицинской ленты с его тела сдираются большие куски кожи. Поэтому они прекратили ее использовать и вообще перестали что-либо клеить на его тело. Позже его легкие начали наполняться жидкостью, и он стал дышать с трудом. В этом моменте ему уже было тяжело двигаться и даже разговаривать. Однако его дух казался несокрушимым. Он по-прежнему улыбался и говорил своей жене: «Я люблю тебя», что, по словам медсестер, было очень трогательно. Вскоре, когда жидкость стала постоянно скапливаться в легких, Оучи окончательно потерял способность дышать. Тогда врачи решили перевести его на искусственное дыхание. Также была проведена эндоскопия, и выяснилось, что мембрана кишечника отмерла и отслаивалась от стенок. Кишечник человека выстлан слизистой оболочкой.
поверхностью, которая очень важна для всасывания, переваривания и даже защиты от микробных инфекций. Без нее человек не сможет ни удерживать питательные вещества, поступающие с пищей, ни впитывать воду. В итоге такая потеря жидкости и питательных веществ может привести к обезвоживанию или голоданию, и в конечном счете к смерти. Но, как оказалось, смерть была бы гораздо предпочтительнее того, что Оучи предстояло пережить в ближайшие несколько дней. Чтобы выяснить, что пошло не так, доктор Маякава провел еще один тест. Он выяснил, что здоровые хромосомы, которые ему пересадили, теперь испорчены из-за радиации в его организме. Несмотря на все усилия, его тело было слишком повреждено радиационным взрывом, и это затронуло даже здоровые, пересаженные ему клетки. Это означает, что Оучи вернулся к исходной точке. Доктор Маякава был расстроен, ведь он понимал, что должен сообщить эту ужасную новость его уже обнадеженной семье. Тем временем у Оучи начались проблемы с ЖКТ. Он терял контроль над своим кишечником, и у него была круглосуточная диарея. Кроме того, отслоившаяся мембрана кишечника вызывала у него внутреннее кровотечение. Он быстро терял много крови, и это заставляло доктора Маякаву делать ему переливания. Вы только вдумайтесь, иногда даже по 10 раз в день. В этих условиях ему постоянно вводили фентанил, чтобы облегчить его боль, но его кожа и плоть продолжали покрываться волдырями и отслаиваться, в результате чего организм больше не мог удерживать жидкость, и ему грозило полное обезвоживание. По сообщениям, мужчина терял по 8-10 литров жидкости в день, которую приходилось восполнять через капельницу. Пытаясь сохранить оставшиеся слои кожи, медицинский персонал обмотал почти все его Почему тело ты решил медицинским начать марком, стримить? надеясь на то, что это удержит кожу на месте и заодно поможет ему удерживать жидкость. Но это не помогло. Бинты полностью пропитывались кровью уже через несколько часов. Потеря жидкости была настолько сильной, что Ну как-то из-за того, что как бы это сказать? Ну, сам я человек не особо такой гулящий, из дома редко выходящий. Разве что если только это не работа, если это не какая-то там, ну куда надо вот идти принужденно, так сказать, по чувству долга. А основное время, вот что я вот нахожусь дома, ну, не то чтобы одиноко не с кем общаться, нет, просто мне стало скучно, например, играть в игры просто в одного. И поэтому, когда я узнал, что есть такая штука, как стримы, я такой сразу, о, нифига, чё, типа реально ты сидишь, играешь, и с тобой общаются люди, типа, которым интересна эта игра, и типа вы общаетесь о какой-либо игре, типа, и так далее, типа, там, я подумал, блин, круто, интересно. И как-то вот все. И с тех пор я вот уже только так и играю игры. Если вот люди заходят там, общаются. Это прикольно. Это реально прикольно. Так. Как же дохера свежих этих шкур у меня оказывается. Свежие кишки тоже. Дохерища. Сегодня на Олимпиаде набрал всего 120 баллов из 500. Ну, вообще нормально. Главное, участвовал. Охереть, мне там кишок было много. Так, еще. Врачам приходилось измерять ее количество, чтобы знать, сколько нужно закачивать обратно. В тот момент Оучи уже был безнадежен. Медсестра записала его слова. «Больше не надо. Я ухожу домой. Пожалуйста, остановитесь». Сообщается, что в состоянии бреда Оучи взывал к матери. Из-за того, что его кожа потеряла эластичность, его веки больше не могли закрываться. И, как сообщается,
Он плакал кровью. Из-за сильной боли ему давали большие дозы разных веществ, чтобы помочь уснуть и облегчить боль. Доктор Маякава поговорил с семьей Оучи и сообщил им, что его состояние вряд ли улучшится, и что скорее всего ему станет только хуже. Семья просила его сделать все возможное, чтобы спасти жизнь Оучи, но единственное, что он мог попробовать, это массивная пересадка кожи, выращенной в лабораторных условиях. Доктор Маякава надеялся, что если кожа приживется, то это поможет удержать жидкость и выиграть время, чтобы найти другие способы помочь им. Пиздец, он Из-за огромного настрадался. количества жидкости, теряемой через открытые участки тела, кожа не прижилась и быстро отвалилась. Прошло уже 2 месяца с момента поступления Оучи в больницу. Ему неоднократно делали переливание крови, пересаживали кожу, пересаживали стволовые клетки. Он дышал с помощью искусственного дыхания. Его кожа сгнила, глаза не могли закрываться даже во сне, потому что у него не было век. Из кишечника текла кровь, и он постоянно испытывал жгучую боль. Но он был жив. Обильная кровопотеря и Охуеть! постоянное переливание крови дали вторичный эффект. Сердце Оучи билось с частотой более 120 ударов в минуту, как при марафонском беге. Нагрузка на сердечную мышцу была просто катастрофической, а потом она остановилась. У медиков не было приказа не реанимировать, поэтому они были попросту обязаны сделать все возможное, чтобы вернуть его к жизни. Поэтому они быстро провели массаж сердца. И оно снова начало биться, но затем быстро остановилось. Команда ввела ему кардиотонические препараты, и после 3-кратной остановки и запуска сердце вернулось к ровному, но очень быстрому биению. Остановки и перезапуски сердца негативно сказались на работе мозга и почек Оучи. Общая функция его органов начала снижаться. Когда его навестила семья, он их даже не узнал, да и вряд ли он вообще что-то понимал к тому моменту. Его выживание полностью зависело от медицинского оборудования. Иммунные клетки Оучи стали ненормальными и атаковали оставшиеся у него здоровые лейкоциты. За короткий промежуток времени у него их совсем не осталось, и даже обычная простуда могла убить его за считанные часы. На 81-ю ночь после поступления мужчины в больницу доктор Маякава собрал членов семьи и сообщил им, что Хисаши Оучи спасти невозможно, и что если его сердце снова остановится, оживлять его не следует. Семья согласилась и подписала распоряжение о запрете реанимации в надежде избавить его от дальнейших страданий. И вот на 83-й день этого ужаса сердце Хисаши Оучи остановилось, и он скончался. Сложно понять, кто именно виноват в этой истории. Само собой, основная вина лежит на заводе, на котором работал Оучи, но стоит ли винить врачей, которые использовали все средства, чтобы попытаться его спасти, или его семью, которая мечтала о его выздоровлении и цеплялась за любую возможность? Я не знаю. Знаю лишь то, что никто такого не заслуживает. И чем больше людей узнает об этом, тем меньше подобного будет в будущем. А свое мнение вы пишите в комментариях. Кстати, у меня есть Бусти. Там выходят ролики, которых нет на канале, и все благодаря подписчикам. Отдельное спасибо Марнелли, Руса за... Пиздец, он пережил, конечно, какой-то лютый. Жесткий пиздец. Сегодня Мани с друзьями хотели подпраздновать то, что нас всех разом убил Крипер, сделав торт из столик. В итоге нас взорвал еще один Крипер. Забавно. Надо было дверь закрывать. Так, давайте. Сегодня мы продолжим исследовать темную Японию с ее поистине ужасными преступлениями. Почему снова Япония? Да просто потому, что невозможно остановиться, вы должны меня понять. Ведь вы на моем канале, где время от времени мы изучаем реальные преступления и странные феномены. Если вам такое нравится, то подписывайтесь и давайте погружаться в эти две абсолютно сумасшедшие истории. Сначала о недавнем деле. Произошло оно в 21 году и моментально стало тогда главной новостью в Японии. Нодзаки Косуке был богатым человеком и одним из самых знаменитых людей Японии. Он заработал свое состояние на недвижимости, но привлек внимание общественности отнюдь не этим, а в своей активной личной жизни. Дело в том, что Косуке тратил свое состояние на ухаживание за множеством дам. И под множеством я имею в виду 4000 женщин. Вероятно, помогали 28 миллионов долларов на его банковском счете, но кто знает. В стране восходящего солнца этот парень стал печально известен и даже написал автобиографию бестселлер, в которой писал о том, что деньги его не интересуют, а зарабатывать их он стремится только для того, чтобы соблазнить как можно больше красивых молодых девушек. Сообщалось, что он тратил миллионы на свои романтические увлечения, и он твердил: «Я знаю, что все эти ночные развлечения могут привести к моей смерти, но если мне суждено умереть в постели и попасть в рай,
Значит, так тому и быть. Что Гигачат, мужчина явно да. знал, чего хочет от этой жизни. Однако одной девушке удалось укротить стареющего предпринимателя. В 2018 году 77-летний Косуке женился на 22-летней манекенщице Саки Судо. По крайней мере, она Манекенщица. сама называла себя манекенщицей, но на самом деле она была бывшей звездой фильмов для взрослых. Я думаю, Понятно. не стоит объяснять, как вышло так, что молодая актриса вышла замуж за старика. Вероятно, это как-то связано с тем, что Косуке обещал полностью содержать ее и давать 1 000 000 йен в месяц на все ее хотелки. Сейчас это, кстати, 600 тысяч рублей, или чуть больше 6,5 Да. тысяч долларов, что не так уж и мало. Однако в их браке случилась небольшая неприятность. Прошло всего 3 месяца после свадьбы, и старик внезапно умер при загадочных Блин, якудза обстоятельствах. поиграть бы 24 мая 2018 года супруги ужинали вместе в его доме в Вакаяме, и в какой-то момент Косуке упал замертво. Вскрытие показало, что в его организме было обнаружено огромное количество стимуляторов, достаточное для того, чтобы убить сразу несколько человек. Известно, что он никогда не принимал наркотические вещества Бля, даже в целях сука, лечения, убил но его, да? количество стимуляторов, которые он Мразь. употребил, говорил о том, что это точно не случайность. Возможность того, что мужчина покончил с собой, также исключалась. Оставался один вариант — убийство. Новость о смерти бизнесмена распространилась как лесной пожар, став главным заголовком всех японских газет. Это был настоящий ажиотаж в СМИ, который продолжался еще многие месяцы после инцидента. Последние 4 часа своей жизни Косуке провел наедине с женой Саки, и, не имея других свидетелей и зацепок, власти быстро пришли к выводу, что она отравила своего мужа. Не будем утверждать, но, скорее всего, это было сделано для того, чтобы завладеть частью его имущества и бизнеса. Только стоимость его дома в Вакаяме оценивалась в 1,3 миллиарда йен, на рубли 780 миллионов, а в долларах чуть больше 8,5 миллионов. Нормально. Друзья, в Японии сфера IT развита очень сильно. Одни только Sony и Toshiba чего стоят. А вот в России IT-специалистов не хватает катастрофически. Количество вакансий в сфере информационных технологий выросло на 63% за год. Средние зарплаты тут 180 тысяч рублей, и это не предел. Ну вот она Работать из дура, дома, конечно. кафе, Блять, любого места, не где могла есть интернет, пожить намного нормально, привлекательнее, спокойно чем со тратить стариком, час, блять, чтобы сука, до только конца его добраться до жизни. офиса. Поэтому, если вы хотите сменить свою Сука работу тупая. или трудоустроиться с нуля, то я советую вам образовательную платформу. Вот это Профессии в IT-специалист. IT не ограничиваются программированием. Вы можете выбрать, что вам по душе – диджитал-маркетинг, аналитика или графический дизайн. А если вдруг в процессе вы поймете, что другое направление нравится больше, то сможете сменить его бесплатно. Обучаетесь вы онлайн, составляете индивидуальный график. Занятия занимают всего 10 часов в неделю и легко вписываются в вашу Такой жизнь. себе. Самое крутое то, что уже во время обучения Тряхлый вы хер. получаете опыт работы, стажируясь в одной из партнерских компаний. Не, я, Студенты скорее всего, через тоже 6 психанул месяцев бы, если бы находят меня первую совали работу. дряхлый А хер, если вам но вдруг она не удастся же трудоустроиться по новой женщина, специальности после причем обучения, еще то с Geekbrains вернет опытом вам деньги, что взрослых прописано в фильмах. договоре. Как по мне, звучит Так привлекательнее, что чем учиться ей 5 должно лет в было универе быть по без гарантии кайфу. трудоустройства. Можете Чисто, сами так проверить сказать, отзывы Geekbrains на различных сайтах. Сейчас рабочие еще идет Черная моменты. пятница, поэтому до 30 ноября включительно действует скидка на обучение в 70%. Жилась Так еще она и в подарок хорошо, дарят год так далее. английского, поэтому Вообще не не теряйте время и понимаю. инвестируйте в свое будущее по ссылке в описании или QR-коду. Так вот, всего через 2 месяца после смерти мужа Саки стала президентом его бизнес-империи и решила, что заслуживает жалования в $1,5 миллиона в год. Кроме того, она перевела на свой личный счет 300 тысяч долларов из денег бизнеса. И в тот же день она объявила обо всем этом своим акционерам. Удивительно, что она продержалась так долго, но все началось во время похорон мужа. Странным показалось ее поведение. Ее видели смеющейся и играющей в игры на телефоне. Да, но зачем рисковать, убивая своего 77-летнего мужа? Почему бы просто не потерпеть, подождать, пока время само о нем позаботится? Как оказалось, Саки была не той женой, на которую рассчитывал Косуке, и стало известно, что незадолго до своей смерти он подал ей документы на развод. Надо сказать, что развод в Японии происходит несколько иначе, чем в России. И в случае развода Саки осталась бы с просто мизерной суммой, которую бы еще пришлось попотеть, чтобы забрать. Но Вот тем оно не менее чё. она не призналась в том, что лишила мужа жизни. И не имея явных доказательств своей вины, Саки, по крайней мере на время, осталась свободной женщиной. Представьте Блять, себе, это в как течение нахуй? 4 лет Просто, дело сука, практически как? не Блять, как? Они были одни нахуй.
У него нашли дохуя вот этих вот стимуляторов в организме. Очевидно, отравление, блядь. Сука, что, блядь, просто надо было суд сделать с присяжными, и очевидно, присяжные пришли бы к выводу, что это очевидно она нахуй, и все, блядь. Это... Не, ну там есть порноактрисы тоже. Excuse me, sir. Ну вот я тоже хочу поиграть. Там есть порноактриса, которая... Типа бывшая порноактриса. Но я бы так сказал, что бывших порноактрис не бывает. В январе 2021 года власти узнали, что Одной Саки Судо рукой. собирается переехать на постоянное место жительства в Дубай. Однако ее планы были отложены из-за ситуации со всем известным вирусом. Детективы в это время были уверены, что именно она виновата в смерти мужчины. Поэтому, несмотря на отсутствие особо Такая веских себе. доказательств, они решили действовать, пока ей не подвернулся шанс навсегда покинуть Японию. 28 апреля Саки была арестована и помещена на допрос без предъявления обвинения. Хотите Кого верьте, убила-то? хотите нет, но в Японии Мужа? полиция может держать вас под стражей до 23 дней без объяснения причины, ни в чем вас не обвиняя. Как бы то ни было, все 23 дня Саки отказывалась отвечать на вопросы и продолжала заявлять о своей невиновности. Саки, Несмотря Саки. на это, власти все же Брита, предъявили Брита. ей обвинение в убийстве Косуки Нодзуки. Из-за неспешного характера процесса у обвинителей было не так много доказательств. Но это не значит, что у них совсем ничего не было. В ходе расследования сыщики установили, что незадолго до смерти мужа Саки изучала в интернете информацию о стимуляторах. Следы стимулятора, от которого умер Косуки, были обнаружены на полу и внутри пылесоса в доме, что говорит о том, что Саки пыталась замести следы, прежде чем позвать на помощь. Нихуя. Более того, записи ее телефонных разговоров свидетельствуют о том, что она общалась с сомнительным продавцом наркотиков, который, по мнению обвинителей, и продал Саки стимулятор. Экспертиза показала, что незадолго до убийства Косуки она и дилер находились в одном и том же месте, в одно и то же время. И последнее доказательство. Если вы неравнодушны к животным, то лучше закрыть уши. За несколько дней до отравления загадочным образом скончалась собака Саки Судо. Считается, что она сначала проверила яд на своей собаке, чтобы убедиться, что он подействует, прежде чем попытаться применить его на мужа. Она Ебать ведь не она хотела, конченая. чтобы Косуки выжил и в конце концов указал на нее пальцем, не так ли? Как видите, Да, она 23 долго дня справилась с жестко. этой задачей. Конечно, большинство этих улик косвенные, но их было достаточно, чтобы обвинить Саки в смерти мужа. Ты прикинь, прилетаешь в Японию, и какой-то японец полицейский чисто по рофлу берет тебя и сажает, точнее задерживает тебя в изоляторе нахуй на 23 дня. Чисто по рофлу, так сказать. Ну, оказывается, я ошибся. Я думал, ты в розыске. У нее были средства, у нее был мотив, а судя по записям ее телефона... И, сука, покажет фоторобот, типа, якобы подозреваемого в каком-то преступлении чувака, который он сам нарисовал от руки, чисто смотря на твою рожу через камеру видеонаблюдения в течение этих 23 дней, блядь. Истории браузера у нее было желание. Пиздец, Не жесть. знаю, чувствовала ли она себя каким-то крутым киллером из голливудского триллера, но не учесть в своем гениальном плане историю браузера и телефонные звонки каким-то дилерам — это сильно. Надеюсь, в тюрьме ей нравится. Следующее дело произошло за пределами Японии, но... Так, ну-ка. Я слышал про супругов-извращенцев, у которых были Little Stars на сайте, не для моего возраста, и они неприлично фото выкладывают в своем билку в котором году. Нихуя себе. Я пошел в туалет в первом классе в первый день учебы, и надо мной смеялись, почему на походу отсталые были. Затем они поржали, убежали, вернулись. Я один их троих побил. А ты старше их был? Зачем ты мелких бьешь? Я не понял. Этот инцидент тут же стал там одной из главных новостей. 2016 год. Наруми Курасаки, 21-летняя девушка, только что поступила по обмену в университет Нормальная Франц такая. Конте в Безансоне. Это в Франции. Девушка, склонная к авантюрам, всегда мечтала учиться за Авантюрам. границей и познакомиться с жизнью в других культурах.
как видите, ее мечте суждено было сбыться. В сентябре того же года она приехала во Францию и приступила к учебе. Это был захватывающий опыт, новая глава в ее жизни. И, к сожалению, она должна была стать и последней. Уже через 2 месяца после приезда в Безансон преподаватели Наруми начали беспокоиться, когда она перестала приходить на занятия. Похитили, Меньшее да? недоумение вызвали ее соседи по дому. Они не видели Наруми с 4 декабря. Они решили, что она живет у кого-то другого или уехала в командировку, никому об этом не сказав. Они пытались связаться с ней, но безрезультатно. Не зная, что еще предпринять, они заявили о пропаже Наруми. Расследование ее исчезновения началось незамедлительно, и с самого начала все выглядело мрачно. Наруми не пользовалась мобильным телефоном и банковскими картами с 4 декабря, последней ночи, когда ее видели живой. Детективы опросили соседей Наруми по дому, надеясь, что они смогут рассказать о том, что случилось с молодой гражданкой Японии. Одна из сокурсниц, жившая на 1-м этаже вместе с Наруми, сообщила, что слышала ужасные крики о помощи и звуки борьбы среди ночи 4 декабря. Но когда она выглянула из своей двери в коридор, то никого не увидела, решив, что это просто шумят студенты колледжа. Она не подумала о чем-то сильно плохом и просто легла спать дальше. Так, подруга вот такая нормальная. Соседка. Типа такая... ну, слышит все это дерьмо, да? Типа, помогите, и жестко, заткнись нахуй! На, просто врубают ее, там вся драка вообще жесткая, уносит ее. Она, блядь, типа, когда все стихает, только тогда выглядывает, потому что ей сыкотно. А потом, на следующий день, узнает, что ее подруга, ну, соседка пропала. Еще сколько-то дней проходит, блядь, да, насколько я понимаю. И потом, когда ее, блядь, напрямую спросили, она такая: ну я помню 4 декабря. Там была драка. Или нет, было невозможно, но они сразу подумали о худшем. 26 Сука декабря, несмотря на то, что никто так и не был найден, власти с уверенностью заявили, что Наруми Куросаки была убита. И более того, у них появился главный подозреваемый – Николас Зепеда Контрерас, ее 26-летний бывший парень из Чили. Николас приехал в Японию учиться в университете Цукуба, недалеко от Токио, в 2014 году и начал встречаться с Куросаки, которая была студенткой этого же университета. Позже, в сентябре 2016 года, она уехала во Францию студенткой по обмену. Осенью того же года они расстались, опять же еще до того, как девушка улетела во Францию. Незадолго до пропажи Наруми Николас прилетал в Безансон. Судя по всему, пара вновь общалась, и их запечатлела камера в одном из ресторанов, где они вместе ужинали. Вечером того же дня они снова засветились на камере, когда они входили в дом, где жила Наруми. Через некоторое время Николас был запечатлен выходящим из дома в одиночестве, а вскоре он сел на самолет, возвращающийся в Чили. Предполагается, что он протащил останки Наруми через пожарный выход здания, который не просматривался камерой. Затем он бросил ее на заднее сиденье арендованного им автомобиля, который позже был возвращен весь в грязи, и поехал хоронить ее в местный лес. После этого он скрылся из страны и со своего компьютера в Чили отправил сообщение друзьям Наруми, пытаясь объяснить ее отсутствие. Был выдан международный ордер на арест этого парня, но из-за сложностей с экстрадицией и того, что он происходил из очень богатой и влиятельной семьи из Чили, добиться его ареста и возвращения во Францию было не так-то просто. Поэтому 2 французских следователя сами вылетели в Чили, чтобы допросить его. К сожалению, это оказалось пустой тратой времени, поскольку парень отказался отвечать на все 95 заданных ему вопросов. Единственное, о чем Николас заявил публично, это о своей невиновности и о том, что он верит, что Наруми жива. Да, Николас слова были сильны, учитывая, что с 4 декабря 2016 года ее никто не видел и не слышал, даже ее семья, и что в ночь ее исчезновения вы случайно оказались с ней во Франции. Но давайте оставим парня в покое. Давайте на минутку предположим, что он действительно пролетел через полмира, чтобы встретиться со своей бывшей девушкой, устроить последний прощальный ужин, знаете, по старой доброй традиции. А то, что ее не видели с тех пор, как она вошла с ним в здание, где живет, чистая случайность. Но даже если предположить все это, то все равно останется одна огромная улика, которая была обнаружена на YouTube. Спасибо, Кифре.
Еще в сентябре 2016 года, примерно в то время, когда Наруми улетела во Францию, Николас выложил на YouTube видеоролик, в котором он напрямую обращается к Наруми. В нем он дал Наруми срок до 21 сентября, чтобы она выполнила ряд условий, которые должны были спасти их отношения. Как бы то ни было, после исчезновения Наруми в декабре он быстро удалил видеозапись. Позднее оно всплыло после повторной загрузки японским пользователями, который тоже заинтересовался этим делом. Итак, вот наш возможный мотив. Ревность. Если она не достанется Николасу, то не достанется никому. Поскольку запрос на экстрадицию может быть подан только один раз, французским властям пришлось очень тщательно собрать доказательства и 100 раз все перепроверить перед составлением максимально убедительного дела, чтобы добиться возвращения парня во Францию. В июле 2020 года он был наконец экстрадирован, и осенью над ним начался суд. В итоге в апреле 22 года чилиец был приговорен к 28 годам тюремного заключения. В зале суда он отрицал любую причастность к исчезновению Куросаки, а тело девушки так и не было найдено, несмотря на массовые поиски. И, кстати, на моем бусте вышел новый ролик. История одного из самых известных дел в Японии. Конечно, все благодаря подписчикам, а в особенности Василиса Иса Назарова и Дерт Вахт. Большое спасибо за поддержку и спасибо вам всем за просмотр. Так я не понял, по итогу-то чё? Его посадили или нет? Я что-то уже прошляпил этот момент. Сивц был приговорен к 28 годам тюремного заключения. Посадили нахуй. Дай врубай это видео. Так, чего? Давайте-ка что-нибудь еще посмотрим. О, ребята, вот это походу конченое, типа будет видео. Здравствуйте! Для начала хотелось бы извиниться за то, что умолк практически на месяц и... Ладно, упустим этот момент. В общем... И мой брат всегда говорил, что после фильма топ-титры. Как всегда, начну с чего-то наиболее лайтовенького и самого популярного среди ваших просьб. Репортаж из Нижнего Новгорода, где алкаш пытался зарезать оператора. Осень 2009-го. Началось все с того, как мужчина позвонил в скорую помощь и сказал, что его жена умирает. Но как только приехала скорая помощь с журналистами, что лично для меня странно, потому что, это вроде бы был самый обычный рядовой вызов. С чего журналистам туда соваться? Ладно, упустим этот момент. В общем, приехали они, увидели жену, сказали, что ее нужно немедленно госпитализировать, и тогда у мужчины конкретно бомбануло. Он начал атаковать оператора ножом, угрожать ему. Угони! 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 Ебать. Угони! Я по земле разделаю! Понял? Вот здесь многие люди не смогли понять, что он конкретно сказал. И неудивительно, чтобы понимать этот язык, нужно активировать кое-какую функцию. Ёбнем! Ваше здоровье. И если вы, сударь, покажете меня по телевизору, я вас соизволю достать из-под земли. В итоге из-за столь пылкого нрава, что журналистам, что медикам пришлось покинуть владение мужика, который пару раз успел ударить по камере ножом и даже пытался атаковать машину, но от него в спешке уехали. Не имеешь права снимать! Ты вас вызывал! Я вас не вызывал! Но когда на место уже вызвали двух полицейских, которые почему-то считают, что их нельзя снимать, что противоречит законодательствам РФ, то мужчина подуспокоился и лишь продолжал словесную перепалку с оператором. Ты с ножом не кидайся! А вы не имеете права снимать! И его жену удалось госпитализировать с диагнозом алкогольное отравление.
Когда я ее Да. увидел впервые, у меня как будто бы дежавю сработало. Я явно где-то ее уже видел до этого репортажа. И тут как молния осенило мое сознание, что я лицезрел ее в той самой нарезке «Санаторий сатаны» из разных забавных моментов с репортажей Нижнего Новгорода, но поскольку вне этой нарезки оригинальный видос я откопать не смог, не исключаю вариант, что это две разные женщины, просто похожие по внешности. Но если склоняться к варианту, что это все же она, то ей здесь последовал вопрос, почему ее сожитель ворует деньги у матери. И этим сожителем вполне может быть этот мужик. Также мы здесь узнаем Это хорошо, что предположительное тебя есть ее брат. имя Лариса, и она ответила на вопрос. Да, вот моим сыновьям тоже будет хорошо. Ну и данный репортаж заканчивается на информационной сводке об этом мужике, что он хронический алкоголик, стоящий на учете, и у него есть явные проблемы с психикой, из-за чего можно ждать все, что угодно в его деяниях. И теперь лично я для себя сложил вполне целостную картину насчет этой семейной пары. Скорее всего, в конце 90-х, начале нулевых, Лариса и этот мужик познакомились и под влиянием разных факторов начали конкретно прикладываться к бутылке и стали просто алкоголиками на самом дне. Постепенно происходило их скатывание, в итоге был снят первый репортаж с участием Ларисы. Все, что про него можно сказать, и то не точно, что он был снят в промежутке с 2006 по 2007 год. Тогда мы уже можем видеть крайне плачевную картину. Лариса просто в невменяемом состоянии лежит, и видно, что с ее здоровьем во всех планах конкретные проблемы. Да и моральное разложение налицо, учитывая, что они нисколько не стесняются воровать деньги у своих близких, лишь бы спустить все на алкоголь. Ну а относительно мемный репортаж за счет реакции ее супруга, скорее всего, практически финальная точка в жизни Ларисы. Возможно, она даже не пережила эту госпитализацию и скончалась через пару дней в больнице. Нам остается только гадать, то же самое касается последующей жизни ее сожителя. Даже учитывая, что многие алкаши проживают чуть ли не до глубокой старости, я считаю, что до наших дней он точно не дожил. Просто посмотрите на его состояние в 2009-м. Да уж, не особо масштабная история, вышла, это контента было. не шибко много, и он не дико трэшовый, чтобы вы все наблюдали с открытыми ртами и такие «О, вау!». Это по большей части реально грустная история двух людей, которые из-за своей слабости либо проблем в жизни скатились в алкоголизм, который рано или поздно любого заведет в Кошмар. могилу. Да и к тому же сведений про героев крайне мало. Мужика мы не знаем, как Тебе зовут. сколько лет? Про Почему Ларису ты мы дал можем пиво? только предполагать. Так что здесь, в принципе, нечего больше добавить. И Не пей можно пиво переходить вообще. далее. Я свое первое пиво попробовал только в 18 лет. Теперь мне захотелось себя почувствовать на месте тех людей, которые Потому что делали не связывался топы с всякими- психов в метро, в автобусах, показывали бабок в салоне сотовой связи. Всё подобного рода людьми. ёбаная сука, все, все. Ну, естественно, в своем стиле, не просто перечисляя, а что-нибудь рассказывая, добавляя от себятину. Вот, например, сейчас мы хорошо. рассмотрим некоторых психов из метро. Именно этот вид общественного транспорта я предпочитаю в сравнении с другими. Либо вообще иду пешком, неважно, Это какое хорошо. расстояние лежит до пункта Это вот назначения, типа 5, прикольно 10, то, что у 20 нас сейчас километров, вот да так интернет даже такой интереснее. доступный, и все Но все могут же посмотреть в метро есть определенная неповторимая атмосфера. ту или иную И интересующую их именно там за всю информацию. мою жизнь мне довелось встретить Но тут же опять не всё совсем двояко, здоровых но тем не психически менее. людей. Первый это был человек, который постоянно спрашивал, когда будет Карла Маркса, хотя он ехал вообще в другую сторону, и говорил он это примерно в такой манере. Когда будет Карл Маркса? Карл Маркса когда будет? Карл Маркса когда будет? При этом он никому толком не обращался, просто смотрел в одну точку, и это было по большей части странно, а не крипово. А вот второй человек нагнал на меня жути. Он вроде вел оживленный разговор, был чем-то раздражен, обильно жестикулировал, держал около уха руку, и в один момент он просто ее убирает, а там ничего нет. И я на просторах сети нашел видеоролик 2016 года, где засняли в 100 раз более агрессивного, похожего нездорового человека, который, кажется, что возможно разговаривает по телефону, либо в Bluetooth гарнитуре, но когда он поворачивается, мы четко видим, что у него ничего нет. Неизвестно, что сейчас происходит в его воспаленном разуме. Возможно, он сейчас разговаривает со своими голосами в голове.
Реально пугает его лютая агрессия, речь, где он постоянно повторяет одно и то же. Она изобилует матершиной и какими-то угрозами про рабов, евреев. Они евреи, они рабы, они какие-то враги тебе. Кстати, я правильно говорю. Я не думаю, что ты думаешь. Я не думаю, что они думают. Но я не могу понять, кто думает заговор. Я кто думает заговор? Кто думает заговор? Так что люди, заткни раба! Заткни рабу! Заткни рабу! Сука! 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 А, кстати, чё ты так выёбываешься? Чё ты так выёбываешься? Или чё, нахуя, бля? Чё нахуя, бля? Чё нахуя? Чё нахуя, бля? Чё, бля? Нахуя? Это кто тебя провокал? 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 Кто тебя Еще меня очень впечатлил вот этот момент, где он посмотрел на рядом сидящего пассажира с такой животной ненавистью. Вот просто что он в этот момент представлял, он хотел его убить. Когда я вижу подобных психически больных людей, у меня реально разгуливается воображение, я представляю, что это типичный персонаж из старых крипи-историй про нечто, которое пытается подражать человеческим повадкам. И, скажем, подходит на ресепшн, пытается себе забронировать номер и предъявляет, например, вместо нормальных документов свидетельство о смерти давным-давно умершего человека еще в начале 20 века. Ты вглядываешься, а это и не лицо, а какая-то наспех сделанная маска. Вот так же и тут типичный персонаж из какого-нибудь крипового видоса. По закулисью ты заходишь в какую-нибудь комнату, а там сидит он, сам с собой разговаривает. Ну а если возвращаться все же в реальную жизнь, то таких людей безмерно жалко. Они даже не осознают, что больны и могут, не ведая того, навредить окружающим. Это реально пугает. Я про этого мужчину вообще ничего не смог найти, потому что видос крайне андерграундный. Можно только предположить, что он сошел с ума не за 1 год, а его сознание долго-долго разрушалось. И я надеюсь, хоть кто-то из ближайших родственников смог ему минимально помочь. Но вот про следующего человека я нашел кое-какую инфу, пускай и вообще недостоверную, и только на словах людей из интернета. Этот ролик, что вы наблюдаете, уже более популярный. Он у Ларина, например, в видосе был. На нем мы можем видеть дикую истерику пожилой женщины, которая выкрикивает абстрактные обращения к пассажирам вагона, стучит руками по поручням и просто пугающе жестикулирует. Воры, вруны! Вруны, вороны! Воры, вруны! Понастроили! Вы что тут построили-то, а? Коррупционный корпоратив! Он должен мне! Вы мне сердце посадили! Подонки, я вам полезного комара нашла! Получите 4 пенсии! 4 пенсии получи! Я 40 лет не того стажа! Не дали мне везде! Спортивное левое сердце у меня не то! Я не инвалид! Я не ветеран! Я 170 экзамен сдала, я не инвалид, не ветеран! Не права, я боюсь водить машину! Потому что каждый день Блин, люди в ахуе вообще там сидят, вообще не знают, что делать вообще. Блин, вот знаете, я слушаю ее, мне вспоминается Макс Пейн. Можно интерпретировать по-разному. Она прям как наркоман, который ёбнул Валькирину. Очень похоже. Возможно, эта истерика, что мы наблюдаем, спровоцирована была трудностями в жизни, какой-то проблемой, что у нее произошла, либо психическим расстройством. Мне всегда было жутко смотреть этот ролик, несмотря на то, что в общественности принято обычно над ним угорать. Какая-то старуха несет откровенный бред. Но мне было жутко от искренней безысходности, которая исходит от этой женщины. Ее зовут Кравченко Татьяна Николаевна. Она была биологом и преподавала в мединституте. А потом у нее в жизни произошел какой-то пугающий инцидент, она уволилась, и вот то, что мы наблюдаем, это ухудшение ее психологического состояния спустя
годы. Ролик был опубликован в сеть в далеком от нас промежутке 2012-2013 года, и что сейчас с ней абсолютно неизвестно, но я также надеюсь, как и с первым нездоровым человеком в метро, что ей хотя бы минимально смогли помочь ближайшие родственники, если, конечно, они у нее остались. Ведь на протяжении всего Так, ролика прикольно. женщину всячески пыталась успокоить девушка, очень сильно похожая с ней чертами лица, и я предполагаю, что это ее дочь. Так что будем надеяться на наиболее благополучный исход и... Как потренькался. Далее. Нормально сегодня кардио было. Ну, разве что, ну не знаю, могло быть лучше. Просто там было полным-полно народа. Ну а теперь у нас на рассмотрении два репортажа. Один из них 2019 года из Нижнего Новгорода, где рассказывается по-настоящему жуткая история 3 человек. В квартире на улице Белинского проживала мать, дочь и бабушка. Дочь, по словам соседей, была умным, интеллигентным человеком, которая только-только поступила в университет, и у нее были свои планы на жизнь, которым не суждено было сбыться из-за психически нездоровой матери. Она верила, что за семьей охотятся инопланетяне, которые постоянно облучают квартиру радиацией. Для этого она обклеила весь потолок фольгой и стены, а также приняла решение свою дочь никуда из квартиры не выпускать и формально Утром. сделала ее заложницей своей болезни. Постоянно устраивала истерики, доводила придумыванием новых безумных правил по защите от инопланетян. В итоге психика ее дочери, судя по всему, также не выдержала, и 30 ноября 2019 она просто выпрыгнула из окна. Но даже после смерти она не получила покоя от матери. Та отказалась от захоронения, потому что медики якобы выписали в свидетельстве о смерти неправильные причины. Якобы дочь на самом деле забрали инопланетяне, а оставили лишь оболочку. Затем она только оплатила ритуальные принадлежности, гроб и просто оставила тело собственной дочери в квартире, после чего жила больше 2 недель с трупом. Соседи, понятное дело, разлагающееся тело терпеть за стенкой не стали и забили тревогу во все инстанции. Поначалу все их просьбы отфутболивались, и только когда журналисты впряглись в весь этот кошмар, тогда уже было решено вскрыть квартиру, и вот первый заход в данное жилище. Квартира как будто бы Елены Саньоль, которую я рассматривал когда-то на канале, она тоже по стенам, потолку расклеивала фольгу, и это действительно пугает. Подобный вид помешательства, когда люди уверовали, что за ними кто-то наблюдает, спецслужбы, инопланетяне, да кто угодно охотится за их жизнью, реально распространен. Труп дочери в репортаже не показали, только дали описание, что черты лица исказились настолько, что невозможно идентифицировать личность. И родственник этой семьи рассказал, что мать пытались давным-давно лечить, тем, но врачи отказывались ее принимать, потому что система психиатрии в нашей стране имеет множество пробелов, недоработок, и псих может формально сам прийти только по собственному желанию начать лечение. А если он не осознает, что болен, то дальше будет нести деструкцию, вредить своим же родственникам, которые в итоге приходят вот к такому концу. Далее домой возвращается бабушка и мать. Последняя абсолютно недоумевает, почему правоохранительные органы вломились к ней в квартиру, и начинает снимать на телефон всех подряд. Журналистов, полицию, просто соседей. И меня здесь пугает практически полное отсутствие эмоций во фразах, максимум раздражения, агрессия. Вот сами послушайте, будто бы речь говорилки с заранее продуманным текстом. Я спрашиваю, что вы здесь делаете? Мы приехали по заявлениям граждан. И вы тоже, ваши документы, все, которые здесь находятся. Скажите, все, пожалуйста, ваши Да, документы. звучит Уберите камеру сейчас же. по-странному, очень спокойно. Так, а вот эти вопросы все, на которые мы не отвечаем, это вопросы следователя. Это полное нарушение прав человека. Ну а затем, наконец-то, на место приехала бригада скорой помощи, которая госпитализировала эту женщину. И меня реально поражает полная неосознанность бабушки во всей этой истории. Почему она на зачатках болезни собственной дочери ничего не распознала? При ее адекватном вмешательстве возможно было бы избежать всех смертей. Но даже когда госпитализация происходит на самом последнем этапе, когда внучка мертва, и психически нездоровую дочь необходимо принудительно лечить, ну как насрать? Она препятствует медикам. Это наводит на мысль, что ее психическое здоровье также оставляет желать лучшего. Ну и в финале этой истории тело дочери захоронили, бабушка живет одна в этой квартире, а мать находится на принудительном лечении до сих пор.
Да уж, эта история действительно жуткая и очень печальная. Здесь никому своевременно не оказали помощь, в итоге, понятное дело, никакого хэппи-энда. И в том же самом Нижнем Новгороде в 2016 году на улице Родионова был похожий безысходный случай. В квартире проживало два сумасшедших брата, которые выпивали, постоянно друг с другом дрались, чуть не устроили пожар, побирались на помойках, и вдруг один из них внезапно умер. И как положено, в квартиру прибыли медики, полиция, чтобы все задокументировать и разъяснить выжившему брату, что дальше делать с телом. Но вместо того, чтобы коммуницировать с ритуальными услугами, он просто взял и отнес тело своего брата в ванную. А поскольку им отключили воду, и ванная не была ни к чему подключена, просто сток был открытый, более 2 недель разлагающееся тело выделяло разнообразные жидкости во время гниения, которые просто стекали на пол и после этого постепенно просачивались к соседям. Вы сейчас на экране как раз таки наблюдаете то, что к ним попало. И я сомневаюсь, что кто-то из нас в полной мере способен представить зловоние, которое не то что царит в квартире, где разлагается мертвец, а просто что у соседей осталось. Чем этот репортаж лично на меня производит впечатление, так это тем, что нам в полной мере так и не показали квартиру этих двух сумасшедших братьев. Ее частично показывали через дыру в стене, которую я не знаю, кто проломал. Эти два брата, когда они буянили, либо кто-то пытался взломать из Следственного комитета квартиру. Это останется для нас загадкой, ровно так же, как и внешность братьев. Единственное, что мы можем видеть, частично силуэт выжившего, который бродит по комнате, как будто псих из лечебницы Маунт Мэссив. Мы реально будто бы попали в мир Аутласта, особенно придает своей атмосфере вот это наблюдение через дыру в стене. Здесь также соседи обращались во все инстанции, пытались хоть как-то поспособствовать тому, чтобы забрали гниющий труп, но их ровно так же отфутболивали. И когда журналисты самолично отправились по всем инстанциям получать ответ на вопрос, почему с телом ничего не делают, все просто спихнули на нездорового психически, возможно, умственно неполноценного брата, который сам виноват, что не поспособствовал захоронению тела. Когда же журналисты отправились в полицейский участок, их вообще оттуда выперли. Но хотя бы данное освещение при помощи репортажа дало свои сдвиги. Тело захоронили, а умственно неполноценного брата поместили в лечебницу. А вот в этой истории, к сожалению, никакого положительного исхода в принципе не могло быть. Два психически неполноценных, агрессивных маргинала, которые вели разрушительный образ жизни, рано или поздно пришли бы к такому концу, учитывая, что никаких других родственников, судя по ответам соседей, общей инфы про них не было. То, что хотя бы один из них получит минимальное лечение, уже, если так можно выразиться, хороший исход. Потому что он хотя бы не навредит в полном одиночестве себе, своим соседям, в конце концов. Он же может опять устроить пожар, который на этот раз приведет к большому числу жертв. Так что, учитывая, что сами бы они никогда добровольно не стали лечиться, здесь был просто необходим, пускай и вопиющий случай, но который бы придался всеобщей огласке. Теперь, после этих двух невероятно жутких, мрачных и депрессивных репортажей, мы переходим к самому неприятному, безысходному и мерзкому. Да чего вас так много? Пошли нахер отсюда. Помните, в начале десятых по социальным сетям активно распространялись демотиваторы, а также ролики, агитирующие против употребления наркотических веществ. Подобное и сейчас, разумеется, на слуху, но тогда в особенности были распространены репортажи о вреде дезоморфина. Или же в простонародье наркотика крокодил. Выделяли его из общей массы некоторые аспекты. Получение, а именно компоненты, которые мог приобрести в любой аптеке практически каждый человек без особого труда. Детально рассказывать рецепт приготовления, разумеется, не буду. Скажу только то, что в основе лежали кодеиносодержащие лекарственные препараты, а также в основном йод. Но поскольку данную херь бодяжили на каких-то левых притонах, в кустарных условиях самые опустившиеся на дно маргиналы, то химическую реакцию проводили при помощи ацетона, бензина
и очистителей для труб. И из этого вытекает следующий аспект: колоссально негативное влияние на человека, который употребляет этот кошмар. Ведь дезоморфин кололи внутривенно, без какой-либо очистки, опять же я говорил из чего, и когда данный коктейль смертельный попадает вам в организм, поражается абсолютно все. Внутренние органы, сосуды, превращается в пыль иммунная система, из-за чего Твою любая мать. простуда вас просто скосит. А тело в буквальном смысле гниет. Проступают язвы, распухают конечности, потом вылазят кости среди гнойного мяса, и после этого только ампутация, потому что это уже не живая часть тела. Ну и вполне ясно, почему дезоморфин прозвали крокодилом: из-за тех ужасающих ран, которые блядь. он наносит людям, употребляющих его. Практически никогда наркоманы не начинают свой путь именно с крокодила. На него обычно переходят с героина, черной смерти, который и так уже является последним этапом, либо метамфетамина. А крокодил, как вы понимаете, вообще точка невозврата. Прерогатива опустившегося человека на самое дно. Срок поистине кошмарной жизни крокодильщиков от 1 до 2 лет. Но бывали индивиды, которые проживали и по 3-4 года в постоянном угнетении от болезней и гниении собственного организма. Теперь после этой информационной сводки мы переходим к роликам, которые в полной мере демонстрируют влияние дезоморфина на организм человека. Ебать, а чё так Родиной холодно? крокодила у нас в стране считается Республика Коми, город Усинск. Перед вами Иван Мизернюк. Он один из первых начал изготавливать в 2002 году дезоморфин, но по его утверждению он употреблял его разово, а сидел на множестве других наркотиков, которые смешивал, и из-за многочисленных токсинов в организме его лимфатические Сука, узлы чуть не не умер. выдержали, поэтому мы можем видеть такое распухшее лицо, а не из-за того, что он якобы колол себе дезоморфин прямо в шею. Иван родился в 1982 году, и уже в 99-м, когда ему было 17, он попробовал наркотики. Ну а далее стартовал его 13-летний путь в бездну. И в 29 лет он умер. Незадолго до этого был записан ролик, что вы наблюдаете сейчас у себя на экране. В нем Иван, понятное дело, говорит, что наркотики ни к чему хорошему не приводят, и советуют в эту тьму никогда не погружаться. Здесь невозможно поспорить с данным утверждением. Вот предположительно более ранняя фотография Ивана, взятая, видимо, из какого-то репортажа, однако поиск по картинкам мне не дал возможности его найти. Но по этой распухшей щеке мы уже заранее предугадываем вполне очевидный исход, к которому Ваня шел долгие годы. Я крайне сомневаюсь, что он хоть как-то пытался бороться со своей зависимостью. Скорее всего, просто плыл по течению все ниже и ниже. Ну а если я ошибаюсь, ну тогда ему, судя по всему, не хватило морального духа перебороть свои слабости. И в итоге... он Да, какой моральный дух, это уже пиздец. Ну типа... Он уже физически просто не может. Там прям А надо вот перед вами принуждать Ира и его, если Антон надо из все спасать. того же города Усинск. Очевидно. Ролик 2010-2011 года. И это два крокодильщика весьма выдающихся. Тем, что их наркозависимость стартовала именно с дезоморфина, а не с какого-то более легкого наркотика, а также своим стажем. Антон 4 года употребления крокодила, а Ира 3. Настоящие долгожители. Тем хуже для них, ведь эти ужасающие годы употребления принесли им на ноги некроз и куча заболеваний, а также просто разрушенную жизнь. Ведь они, по собственному утверждению, начали употреблять из-за проблем в жизни. Пытались убежать от действительности в бесконечную эйфорию, но, понятное дело, зависимость уничтожает. Да, чел рофл, конечно, ебашит. Долгожители. Ну и что тут сказать? Скорее всего, их уже давным-давно нет в живых. Они точно так же, как Иван, просто все пустили на самотек, бросили какую-либо борьбу и точно так же умерли в абсолютном забвении, в бесконечных муках. Громче. Нураев Сергей Алексеевич.
Число, месяц, год рождения. 18-11-7. Давно наркотики употребляешь? Стаж с 93-го года. Репортаж-допрос с этим человеком по-настоящему ужаснул меня, когда я впервые его увидел. Он был записан приблизительно в 2013 году. Человеку на видео 42 года, 20 лет жизни, из которых он посвятил наркотической зависимости и уничтожению самого себя. За эти годы он заработал туберкулез, ВИЧ-инфекцию, отсидел в тюрьме, изничтожил практически все свои вены, после чего он мог колоть наркотики только в паховую область. И в таком состоянии изношенности организма просто в конце своей жизни он пересел на крокодил. Ведь ему буквально уже нечего терять. Мы видим живого мертвеца, скелета, обтянутого кожей, который едва дышит. И за такой долгий стаж наркотической зависимости Я не личность играл. человека просто стерла. Что наглядно Я лишь видел, как они демонстрирует выглядят, концовка интересно. данного репортажа, которая на душе оставляет полное опустошение. Когда он при виде людей перед камерой прям в подъезде начинает колоться, падает с лестницы, разбивает окно. Просто ужас. Looks like it worked. Трахикомид? Громче. А сейчас вашему взору предстает репортаж Довольно из интересно, города забавно Пермь местами. 2015 года, который сколько бы я раз не смотрел, А он каждый помимо меня своей вгоняет мемности, просто там, ну... Короче, это очень специфичный такой в плане... Это, короче, как бы это сказать... Это японская GTA, короче. Это японская GTA. I think my stomach is eating itself. А Sleeping Dog разве не японская GTA? Sleeping Dog, по-моему, его не японцы делали, насколько я помню. Sleeping Dog, кто же делал-то? Мне кажется, как будто бы не японцы. А, Square делали? А, нихуя себе. Все-таки японцы. Не, ну GTA-то разные бывают. Так что да, все равно японская GTA. Но без этого. Без машин. Без транспорта. Японская GTA, где ты гуляешь по Акихабаре, там еще где. Занимаешься своими делами. Такая вот типа игра. Ну там сюжет криминальный, типа там, не знаю, криминальные разборки. Так. Сегодня утром сыграл в Unity, просто попрыгал по крышам, не офигел, после паркура ассасинов удалил сегодня. Да уж. Ну, Sleeping Dogs, да, я помню, что там Гонконг. Там сюжет довольно интересный. Тоску. Прям Ну, именно, складывается ощущение, будто бы ты сидишь вместе. ну, именно там, типа, сам Гонконг более-менее прикольный. Я-то вот говорю в контексте того, что я видел видео про Гонконг, в том плане, что там рассказывали, почему этот город, типа, остался независимым, там, и так далее, там,
у него довольно богатая история, там очень много всяких гражданских войн происходило, там опиумные войны и там прочее и так далее. Просто жесть полная. Типа город, который контролируется чисто триадами, типа вот этими вот. С теми 4 крокодильщиками, которые показывают на записи. Подробно демонстрируют их убогое, наполненное мусором, закопченное, с содранными обоями, в хаосе и бардаке место обитания. 25-летний парень Алексей рассказывает о своем стаже употребления. С метамфетамина он перебрался и последние 2 года употребляет крокодил. И когда у него спрашивают, сколько он еще планирует протянуть, не пугает ли его последствия, что ему ноги отрежут от некроза, он со спокойным лицом отвечает, что все, для него уже никакого выхода нет. Это абсолютно отчаявшийся и уничтоживший свою личность наркотиками человек. Люди-то с него играют, и многие Да, видел. Не страшно это? Не, ну также есть и настоящая карта, но она составленная фанатами. Так что там, ну, достоверность типа такая. Оставляет желать лучшего. Но твоя карта, да, она довольно-таки, мне кажется, такая. А вот хозяин квартиры притона, и я предполагаю, что он больше по алкоголю, нежели наркотикам, ну, судя по его синему носу, либо это какие-то проблемы с сердцем. И он уже потерял связь с действительностью, считает, что пришел в гости, не ориентируется во времени. А этот торчок, который ширнулся прямо на камеру, и я опять приведу аналогию с Outlast'ом, ну потому что это как будто бы персонаж прямиком из клиники. Обвязанная голова, как будто бы после истязаний Ричарда Трагера, общие телодвижения, полная чернуха. Ну как ощущение? Это его так после крокодила, да? Он так себе... Также Алексей в этом репортаже показывает, как приготовить крокодил. Естественно, демонстрировать я это не буду, только скажу тем людям, которые на основе неработающего газового стояка сделали вывод, что данный репортаж постановочный, как бы они готовили себе наркотики на неработающей плите. Дезоморфин получают именно химически, так что, к глубокому сожалению, даже самый нищий наркоман без света, газа в состоянии сделать себе дозу. И что тут еще можно сказать? Это максимально падшие, абсолютно забившие на себя люди, которые предпочли не бороться, а просто умереть от наркотиков. Вот так. Отдать свое тело добровольно на сгниение, 3 из них даже нет 30, а они уже в могиле. Я более чем уверен, что до наших дней никто из этих 4 не дожил. И сейчас вы меня можете осудить за такое отношение. Всех 8, о которых я рассказал, мне чисто по-человечески, разумеется, жалко. Однако к ним есть небольшая доля презрения, что, скорее всего, они даже не попытались по-настоящему взять себя в руки, совладать со своими слабостями и противостоять зависимости. Я проходил Лейнуар, Абсолютно кстати. справедливо можете написать, что твое презрение не оправдано. Ты судишь Хорошая со своей игра. колокольни, а люди бывают разные. Возможно, кто-то вообще не может выбраться из такого капкана. Ничего не имею против вашего мнения. Но вот человек, которому я действительно выражаю большущий респект. Сергей, который 2 года употреблял крокодил, до этого сидел на других наркотиках разнообразных и смог слезть с этой зависимости. Ну чё, Серега, жить-то будем? Да, А? будем. Будем, Серега. Посмотрите, как он выглядел в 2011 году, когда только поступил на лечение. Это просто труп. До какого состояния он себя довел? Вообще не скажешь, что его организм способен на маломальскую борьбу с теми токсинами, Ядрить. которые он вводил в себя на протяжении многих лет. Но вот он спустя год. Огромная пропасть между этими состояниями Сергея. Просто Нифига. 2 разных человека. Вы можете сказать, ну, наверное, молодой организм быстро регенерировал, а ему здесь 41. Так что даже возраст не имеет сильного значения. Важна целеустремленность, внутренний стержень, и тогда из точки невозврата будет выход. Я более чем уверен, что Сергей до сих пор в добром здравии, так что желаю ему дальнейшего процветания и еще подкину вам кое-чего позитивного.
С 1 июня 2012 был введен запрет на продажу кодеиносодержащих препаратов. Вследствие этого сейчас практически полностью был уничтожен оборот дезоморфина. И этот вид наркомании к всеобщей радости почти сошел на нет. Я не шарю за Человека-паука. Ну, на сегодня у меня все. Если вам понравился данный ролик, Хоть раньше и прям любил и поиграть в Человека-паука, ну, очень много разных игр там у него выходило. Куча частей всяких разных. Но нынешние пока еще не поиграл. Вот, которые выходили на плойке. Ну, по-моему, прикольно. О! Найс. Так, и номер 7 остался ключ. Лего Марио, да, так что я не ходил до игры по Человеку-пауку. О, поиграй старая часть. Они прикольные. Если ты, ну, как бы поэтуешь, как его... Ну, если тебя останавливает только вот слабость ПК, то старые игры по Человеку-пауку, они вполне себе доступны в этом плане. Ultimate Spider-Man прикольный там. Что еще было? Типа Spider-Man Web, что-то там было. А, вот Web of Shadows, да, вот она тоже охуенная. По-моему, из старых она самая охуенная. На втором месте, скорее всего... О, нихуя себе, волк? Бля, сюда нахуй. Feels like night is coming. My stomach feels like an empty pit. На втором месте Ultimate, а на третьем... Блин, какой там спайдик еще был-то? По-моему, киношные еще такие более-менее окейные были. Ну, с Магуайром, Тоби Магуайром. Я как фанат серии Лего игр офигел, что сделали со всеми частями Star Wars. Даже чуть-чуть вернулся в детство. Так ты же... Погоди, тебе сколько лет сейчас? На данный момент? «14? Так ты сейчас в детстве. Ты говори правильно, в раннее детство. Раннее. Биониклы рулят. Да, биониклы крутые были, я помню. Чуть ли не мечта. Я бионикл играл и в Лего. Блин. Прикольно. Блин, сраный волк. Отстань от меня. Ой, нахер, я не смогу спуститься, да? Не, давай. Все далеко жили, не печально. Ну, у меня вот одноклассник, с которым я учился, прям по Лего жестко балдел. Короче, я в 2 школах учился. Сначала в гимназии, а потом в обычную СОЖ поступил. Но вот когда учился в гимназии, был один парень,
у которого я часто гостил. Ну, там раз в неделю, может быть. И там так много лего игр было у него. Просто жесть. И Биониклы, и там прочее, и так далее. Вообще. Охереть. Блин, я сейчас с голоду сдохну, походу. А волчатину вообще можно кушать? По-моему, это типа очень сомнительная идея. А, пизда, все, кишечный паразит. Да-да-да, вот в этом проблема была. Я что-то пытался вспомнить. Старайся больше не есть мясо хищников. Понимаю. Так. Блин, ну от голода что-то мне кажется. Дайте-ка скинем бабушке это все. Блять. Когда же я наберу ей это дерьмо? Это просто невозможно. Так, надо лечь спать. Сейчас сначала воды наберем. Что я делаю? А. Чё-то типа умираю потихоньку. Так. Ладно. Давайте ложиться. I'd lay down right here if I thought I'd ever wake up again. О, конечно. Только пятую часть еще не отыграл. Вот пятая часть, скорее всего, пушка. А, у меня кролик был. Лол. Never thought I'd be dying from starvation. Только пятую играл. Ну и старых частей. Считаю, третья самая веселая. Ну еще как-то пытались сделать веселым и четвертую часть. Да. Не знаю. Четвертую часть тоже играл, но не полностью. Вот поиграю как-нибудь. Так, что-то у меня прям перевес кошмарит и кошмарит. Вот что мне по весу вообще? Что мне так много? А, это 4 весит. Бля, надо было те ботинки одевать все-таки. Эти слишком тяжелые. Блин, дерьмо.
Так. А, это реально только килограмм весил. Блин, как же много высушенной кожи. Арканунг активировал награду за 110. О, здравствуй. Арканунг активировал награду за 100. Блин, по идее пойти бы поспать на самом деле. Так, подождите. Типа в реале. Но столько дел у меня в этой игре. Что с лицом у персонажа? Мне нужна помощь в презентации 5 слайдов, нормально? Ну, нормально. А что тебе сделать-то надо? Дай-ка ерб возьму. Супер, поем. О, хорошо, прям нормально. По теме вулканизм, презентацию на географию. Вулканизм. Так, антибиотик. Кофе. Это надо делать в группах, а я делаю один. Кстати, в ваше время какие сухпаки были в армии? Блин, я не помню, как они выглядели. Тоже коробки со звездой с названием Военторг. Что-то в этом роде, да. Что-то такое было. Чё? Ну, блин. У тебя компьютер есть? На ноуте? Ну просто делай его на ноуте. Чё сложного? Это, ну, блядь, типа супер изи. В наше время-то особенно. В наше время это очень легко. Вот, например, берешь Corel Draw, запускаешь. Ну, неважно, ты, скорее всего, ну, для тебя будет, ну, по крайней мере, первое время трудно. Но я могу показать. Короче, эта программа называется Corel Draw. Ты в нем в основном, ну, в нем все что угодно можешь делать. Я вот в основном на этой программе работаю. Так, презентация у нас обычно 16:9, обычная экранная, ну, формата, типа вот, например, монитор или там, не знаю, что угодно, проектор, не проектор, короче, все в таком духе. Окей, тема наша называется, как говоришь, вулканизм. Давай как-то, ну, точное название. В PowerPoint же презентация. Так ты его в PDF покажешь в формате. Или в PowerPoint тут, по-моему, сохраняет. Ну-ка. Тут все равно же слайды. PDF. Так, формат перенести. Так. Ну да, просто в PDF формате покажешь, поебать вообще. Так. Ну, PowerPoint запускает PDF, если что. Он запускает.
А как тема называется-то? Вулканизм. Ну это да, но с PDF-файлом-то, я думаю, не справится. Вулканизм. На PowerPoint работаешь. Берешь такой любую фотографию с интернета, ставишь. Главное, так сказать, подчеркнуть тему. Берешь такое, не знаю, верстку делаешь. Так, что тут у тебя будет? Вот вулкан, он вулканирует. И это у нас вулканизм. А фото на каждом слайде делать? Ну, можно, конечно. Красоты-то добавить презентации-то, почему бы и нет. Так. Можно подобрать даже какой-нибудь шрифт под это дело. Интересный. Но так, чтобы он был читаемый. Не стоит брать какой-то, особенно на презентации. Тут же все как бы... Ты подаешь информацию, ты выступаешь. И, соответственно, помимо того, что ты говоришь, люди еще должны смотреть на презентацию, читать. И поэтому тут стоит выбрать что-нибудь, ну не знаю. Нет, я хотел выбрать. Выходишь такой, показываешь это такой, например, и говоришь: у меня для вас презентация про вулканизм. Собственно, вы тут видите на фотографии вулкан, который переживает как раз таки процесс этого самого, так сказать, вулканизма. Я, правда, вообще не разбираюсь в этом. Так, давайте посмотрим, что оно вообще под собой подразумевает. В PowerPoint же, по-моему, видосы крутятся, да? Блин, я думал, ты работаешь. Работаешь на PowerPoint. Ну ладно. Так. Вставка видео там есть, да?
Было бы идеально, если бы ты еще нашел видео. И вставил бы. Или GIF-файл. Что-нибудь такое, что, ну, анимационно. Оно прям, ну, придало бы живности. Так, допустим, берем вот это, вот так вот, да. Правда, картинка слишком большая. Ну, ладно, я думаю, сюда вместим. Подожди, даже не так. Просто беру вот так вот. Вот. Далее. Давай-ка. Уже вот тут у нас много текста. Здесь нам стоит подойти к этому делу иначе. Не использовать тот шрифт, который вот этот вот, да? Он слишком такой, ну, нестандартный. Он для заголовков или что-нибудь в этом роде больше всего подходит. Мы возьмем какой угодно другой шрифт, но, ну, например, Calibri — это самый стандартный шрифт, один из самых стандартных. Хорошо и хороший, нормально читается. Берем. Вот делаем, например, 30. Нет, много. 28, много. 25, 26. Пойдет. Потом берем. Давай-ка тут скажем 10. Так, где выделяем все вот белым цветом. Можно, конечно, так, давай-ка вот как-то так. Должником считаешься, поэтому у тебя не так много времени. Так ты сейчас это можешь делать очень легко. Вот видишь, я вот прям тебе вот буквально сейчас это делаю. Так, вулканизм. Вот это вот слово, оно у нас главное, так сказать. Его надо вот как-то подчеркнуть. Вот шрифт, вот видишь? У каждого семейства шрифта, вот разные, видишь, да? Эти есть виды. Вот. Если хочешь заострить внимание на каком-то слове, можешь использовать болт. Это вот, ну, видишь, он выделяется, он жирный становится. И берешь такой, читаешь, выступаешь. Вулканизм — это совокупность эндогенных процессов, связанных с образованием и перемещением магмы в недрах Земли и с ее извержениями на поверхность суши, дно морей и океанов, является составной частью магматизма. Ну вот, вы здесь можете наблюдать как раз таки этот самый процесс извержения магмы из недр Земли. Вот оно происходит на данный момент, на ваших глазах, здесь сейчас. Это ты, в принципе, описал хорошо, да? Дальше ты можешь быстро скакнуть в другие вещи. К примеру, просто сказать, ну, вот у нас может быть так, да? Вот берешь это слово и, допустим, ставишь его сюда с вопросом, чтобы люди задались, и, ну, у них какой-то мыслительный процесс пошел, так сказать. Что такое вулканизм, например? Да? И тут ты им такой, ну, вкидываешь вот эту вот информацию, как раз таки. Сам же задаешь вопрос, чтобы, соответственно, у них, ну, пошел мыслительный процесс, чтобы, ну, прям было о чем подумать
И тут же ты им даешь ответ. Говоришь, что такое. Угу. Вот эта вот твоя тема, она может плавно перетечь в такую интересную штуку, как, например, важен ли процесс вулканизма для нашей планеты? Например, вот. Тоже заебись, да? Благо есть интернет. Благо есть интернет. Так. Я имею в виду, на уроке рассказать мало времени будет. Так это очень быстро. Ну, 5 минут, да, скажем, на уроке выступить. Да, блин, просто. Оправдание. Это все просто. Берешь и ищешь другую фотку, например. Не зацикливайся на одной фотографии. Не трать время впустую. Этих фотографий вулканов и как они, ну, соответственно, извергаются, просто дохерища. Попробуй другим поисковиком поискать, например, Яндексом. Вполне себе хороший поисковик. Именно в плане картинок. Годная довольно-таки. Что, работаешь, кроме блогерства? Да, конечно, у меня есть основная работа. Но я сейчас вот Кифре помогаю сделать школьную презентацию. Так. Вот, берем вот это вот наш заглавный, да, вот текст. Берешь и вставляешь сюда. Видишь, он белый. И фон у нас белый. Соответственно, что? Переходим на контрастный какой-нибудь цвет, который вот его будет выделять на фоне. Ну, из фона, точнее. Так, и тут мы давай-ка зададим другой вопрос. Нужен ли... Так. Нужны ли вулканы? Ну, вулканизм, да, блядь. Ну, вулканизм. Вот тут надо бы как-то вот плавное перетечение вот к этой теме. Является основной частью магматизма. А сама же магма является... Так. А сама же магма является очень... Нужны ли... Так, который является основной частью магматизма. Сама же магма является не очень опасным веществом, а сама же магма имеет очень высокие температуры и может, к примеру, как бы это сказать, так, и изверженные
Изверженный. Изверженный. Вот. Изверженный вулкан. Так, сейчас погоди. Имеет очень высокие температуры и изверженный вулкан на одиноком острове может уничтожить все живое на нем. Так, вот, к примеру, так, да, скажем. Вот у нас тут текст теряется. Ну, чтобы этого не происходило, давай-ка мы вот так вот сделаем. Что тут у нас? Основная работа учителя, что ли? Нет? Я графический дизайнер. Где-то. Вот. Берем. Вот так вот. Берем эту фотографию, делаем полупрозрачным. Вот так вот, например, да? Вот и все. Для презентации очень даже неплохо смотрится. Вот и все. Угу. Все. Дальше. Вот тут. Тут уже нужен другой вопрос. Ты на предыдущем слайде сообщил о том, что такое вулканизм, пояснил, и также начал говорить о том, что магма и изверженный вулкан довольно сильно опасны и могут уничтожить все на острове. И тут дали вопрос тогда уж, нужны ли вулканы, если они так опасны, к примеру? Не, все-таки вот так вот. Главное, презентация не перепутать файлы, я нужно порно принес вместо презентации. Да, ну. Звучит как сюжет фильма. Так, нужны ли вулканы, если они так опасны? Да. Они нужны. Ну, или, по крайней мере, были нужны. Если бы не они, то известных человечеству континентов не существовало бы. Так. Иными словами, я хочу сказать, что вся суша на планете Земля была образована вулканами и их процессу вулканизма. Вулкан также вроде почву улучшает. Да. То есть ты можешь прям... Ну, презентация, она такая же типа штука, то, что ты можешь как угодно ей крутить, вертеть, по идее. Тебе просто задали тему вулканизм. И делай с ней что хочешь, реально, прям вообще. Главное завлечь
слушатели. Вот тут можно контура добавить. Сейчас. Ну и просто раскрыть саму тему можно, ну, вот, всякими разными такими вот штуками. Ну вот, видишь, так намного лучше читается. И сюда можно также контуры сделать. Вот, все. Балдеж. Можно презентацию скрытно всех нахуй послать. Миджорни это умеет. Я вспомнил, да. Так, да, они нужны. Ну или, по крайней мере, были нужны. Если бы не они, то известных человечеству континентов не существовало бы. Иными словами, я хочу сказать, что вся суша на планете Земля была образована вулканами и их процессы вулканизма. Угу. Это третий слайд. Так, пошли в четвертый. Вот, видишь, теперь у нас вопрос другой должен встать. Вот, например, да, они нужны, ну или, по крайней мере, были нужны. И тут можно задать вот тупо вот вопрос о том, нужны ли сейчас вулканы. Я уверен, этим вопросом никто никогда не задавался. Тут важно даже, ну, можно как бы это обыграть всячески, например. По сути, сам вопрос, по сути, такой довольно глуповатый, но тем не менее, пускай оно и будет. Так, нужны ли сейчас вулканы? Это тут, короче, говоришь. Так. Так, и тут ты такой пишешь. Так. Хотим мы этого или нет, но они есть. Хотим мы этого или нет, но они есть. И хорошо. Так, нет, давай-ка по-другому. Хотим мы этого или нет, но они есть и всегда будут частью нашей планеты. И хотим мы этого или нет, но они есть и всегда будут частью нашей планеты.
И жизнь человечества, наверное, будет, да? Не знаю. Хотим мы этого или нет, но они есть и всегда будут. И всегда будут. Слишком много и... Но они есть и всегда будут частью нашей планеты. Частью нашей планеты. Также частью жизни человечества. Поэтому стоит извлекать из этого максимум пользы. Вот. Сейчас я им это скину. Что, зря делаю, что ли? Вот. И тут дальше, короче, важно, смотри. Дальше ты делаешь такую, типа, штуку, как, не знаю, как триумф человечества, так сказать. Мы приспособились... А нет, точнее, мы... Как будет правильно? Мы смогли обуздать магму и вулканы. Пускай так будет. Для ребенка 14 лет это вообще годно. Так. И тут надо что-то такое захерачить. Так. Польза магмы. Продукты извержения вулкана. Нет, не то. Ну да, кстати, вот в предыдущей теме, вот здесь, можешь перечислить такие темы, как польза. Сырье, геотермальная энергия. Короче. Ну там дальше уже сам. Так.
Если не в PDF, то в чем еще можно? Presentation Exchange. Что-то немного хз даже. Так, первая страница. Вторая, третья, четвертая. Ну и тут пятая. Да придумай четвертую. Что там можно сделать? Так, тебе, скорее всего, туда надо будет еще сюда же насыпать этих шрифтов. Ну, там шрифт один, по крайней мере. Шрифты. 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 Где вы шрифты? Вот они. Так. Теперь ищем. Dark. Декор. Вот он. Вот тот шрифт, которым мы пользуемся. Вот он. Заходишь его. Все. Отправляем это в архив. Закидываю в мой диск. Кефри, ты тут? Все. На, лови. Скачивай, доделывай. Берешь, открываешь вот эту тему, устанавливаешь шрифт. И дальше на PowerPoint можешь вот с этими изображениями или еще как-нибудь поработать, и нормально. Все, доделывай презентацию, и завтра выступаешь по красоте. Ну а я пойду спать. Все, всем спасибо, кто был. Завтра поиграем в Lies of P, возможно. Посмотрим. Наверное, да. Слишком такая вот игра. Long Dark. Прикольная, конечно. Но забрасывать не будем. Постараемся не забрасывать. Все. Всем пока.